Друзья, всем привет! Меня зовут Таня, и вы на моем канале о вязании. И сегодня на моем канале выходит мастер-класс на вот такой вот замечательный кардиган. Кардиган у меня получился такой теплый, зимний. Здесь используются 3 узора. Основной узор — это английская резинка, вот такая она красивая. Узор несложный, при этом такой воздушный, объемный. Также здесь используется узор полая резинка. Вот планка сделана полой резинкой, она вот такая двойная, полая. И также используется обычная резинка 1 на 1 для манжетов и для низа изделия. В этом мастер-классе я сделала все очень подробно, буквально от вязания образца до закрытия петель. Везде проставлены тайм-коды, вы можете в любое время перейти на желаемый тайм-код. Также, если вам понятно, как вязать образец, понятно, как измерять, например, его плотность, в этот момент можете просто пропустить и перейти к следующему тайм-коду. Это все сделано для того, чтобы просмотр мастер-класса был для вас максимально удобным. Даже если вы вяжете на какой-то другой размер и плотность у вас другая, вы точно справитесь, потому что все расчеты, они очень подробные, и все расчеты я буду приводить в процессе вязания, чтобы не было так, что вы вначале все посчитали, а потом уже забыли. Мы будем постепенно идти и вместе с вами постепенно делать все расчеты. Кардиган я вязала на свой обхват груди 95 сантиметров. Я его вязала так, чтобы свобода облегания была 15-20 сантиметров. Все мерки я сейчас выведу на экране. Также эти мерки я буду приводить в процессе вязания. В процессе вязания, когда я буду мерить кардиган, это, конечно же, размеры до стирки. А сейчас я буду приводить размеры уже после стирки, даже после 2 стирок, потому что я решила, что стоит кардиган постирать 2 раза перед ноской. Для кардигана, помимо пряжи и спиц, конечно же, вам понадобятся пуговицы. У меня 4 штуки, диаметр пуговицы 2 сантиметра. У вас это могут быть любые другие пуговицы. Я делала расстояние между пуговицами примерно 10 сантиметров. Кардиган вяжется в технике японское плечо сверху вниз. Давайте я расскажу, каков будет наш ход работы. Здесь он такой, может быть, немного необычный и непривычный для вас. Сначала мы свяжем вот этот вот кусочек планки, вот только вот эту вот полую резинку. Тут буквально сантиметров 10 свяжем. Далее вдоль вот этой планки вот здесь наберем петли, то есть у нас будет такой прямоугольник, и начнем вывязывать спинку, такую трапецию. Будем вязать поворотными рядами, делая вот здесь прибавки. И у нас по итогу получится вот такая трапеция. После этого мы еще некоторое количество рядов свяжем просто поворотным вязанием, вот до сюда. И таким образом у нас будет вот такая деталь, трапеция и внизу как бы прямоугольник. И это будет деталь спинки. Ну и здесь еще несколько петель добавим на подрезы. После мы эту деталь спинки, вот эти петли, которые у нас здесь будут, снимем на бросовую нить и начнем работать с плечиками. Сначала мы вдоль вот этих вот петель, которые мы вязали тут, наберем петли, вот так, с правой стороны, и будем вывязывать правую часть. При этом мы будем сразу вязать и узор основной, и планку, и узор, и планку. Будем вот так вязать, делать при этом прибавки по горловине, ну и довяжем до желаемой длины, до желаемого подреза. После этого наберем здесь петли для левой части переда и будем также вязать левую часть переда, одновременно планку. И когда провяжем такое же количество рядов, как на правой части, будем это все вместе соединять. То есть я вот так буду вязать левую часть, здесь наберу на подрезы, потом буду вязать спинку, снова здесь подрезом и правую часть. И тем самым мы соединим наше вязание полностью. Ну и после будем уже просто вязать поворотными рядами туда-сюда, чтобы связать кардиган на желаемую длину. При этом мы будем не забывать делать отверстия в планке, отверстия для пуговиц. После этого, когда довяжем до вот этого момента, перейдем на резинку 1 на 1. Здесь сделаны прибавки, чтобы вот эта вот часть и резинка 1 на 1, они были примерно одинаковой ширины. Если вы не хотите, чтобы они были одинаковой ширины, хотите, чтобы у вас резинка была как бы более вот такая стянутая, то вы можете либо здесь взять спицы поменьше, либо делать меньше прибавок. Вот здесь видны прибавки, и видно, что у меня оно вот одной ширины. Вот, допустим, на рукаве я не делала прибавку, переходя между этими узорами, и тут видно, что оно сужается. Ну и после этого я здесь закрывала фабричным методом. Я в процессе вязания, когда мне надо было здесь отрезать ниточку, я остановилась и связала рукава, а потом довязала низ изделия. Но можно и сначала полностью довязать изделие вниз, а потом вернуться к рукавам. Рукава, значит, мы набираем, у нас здесь будут проймы, и мы вдоль проймы на подрезе тоже наберем петли и будем просто вязать по кругу. Узор по кругу вяжется немного иначе, но я это все тоже покажу.
Когда будем вязать рукав, будем делать убавки. Убавки здесь выглядят вот так. Красиво достаточно, такая получается, как будто такое дерево, да, как ветки расходятся. Вот так будем вязать, сделаем желаемое количество убавок. И после перейдем на резинку 1 на 1 и свяжем манжет. Оба рукава, как вы понимаете, вяжутся абсолютно одинаково. И когда уже все изделие будет связано, мы его постираем. После стирки я заправляю кончики. Здесь кончики очень удобно заправлять в вот эту вот полурезинку. И, кстати, если вы вяжете из моточной пряжи и у вас заканчивается пряжа, то подгадайте так, чтобы у вас конец мотка был не где-нибудь там посередине ряда, вот здесь, например, а чтобы он был вот здесь ближе к концу, потому что этот кончик, его будет очень удобно и легко заправить в эту вот часть. То есть здесь не стоит соединять нити по центру изделия, потому что очень удобно это все заправить. Если у вас пряжа дорогая, вы боитесь, что вы, если посередине ряда остановитесь, то вы там метра 3 вам придется отрезать и выкинуть. Не бойтесь, просто оставляйте этот кончик, а потом им пришейте пуговицу. Так вот, когда кардиган будет постиран, мы заправляем кончики и в самом конце пришиваем пуговицы. Вязать я буду из бобинной пряжи. Она называется Velux. Состав 40% мериноса, 25 вискоза, 25 полиамида и 10 кашемира. Здесь такая смесовка. Как вся бобинная пряжа, эта ниточка очень тоненькая. Сама ниточка в 100 граммах 1500 метров. Вязать я буду в 6 нитей, то есть 6 вот таких ниточек я буду складывать вместе. У меня несколько моточков, и с нескольких моточков я буду складывать ниточку и вязать. Лучше не складывать нить самостоятельно. Если вы заказываете бобинную пряжу, то попросите, чтобы вам в магазине сразу смотали. А если нет, то лучше всего не сматывать самостоятельно, а сразу с нескольких клубков ниточки брать и уже вязать. Потому что, может быть, при смотке, например, получается что-то такое, что у вас, ну так, я сейчас это очень утрированно покажу, что у вас, допустим, какие-то ниточки ровно лежат, а какая-то как бы вот так оттопырилась. А если вы будете складывать это в процессе вязания, вы всегда сможете это легко поправить. А уже в смотанном виде это уже сложно поправить. Поэтому, если вы будете вязать из бобинной пряжи вот так же, как я, то не сматывайте заранее, сматывайте как бы в процессе вязания. Как я уже сказала, я буду вязать в 6 нитей, и чтобы определить плотность, мне нужно 1500 метров разделить на 6. Тогда получается, что моя итоговая плотность в 250 метрах 100 грамм. Или же, что то же самое, в 125 метрах 50 граммов. Такой моточной пряжи много с таким метражом. Поскольку я вяжу кардиган такой теплый, если вы выбираете какую-то аналогичную пряжу, то смотрите, чтобы в ней была какая-нибудь шерсть, например, или смесовка, там шерсть плюс что-то хлопковое или шерсть плюс что-то еще. Если вы хотите, конечно, более легкий вариант, то можно в целом вязать и из хлопка, но это не будет какая-то теплая вещь, это будет скорее такая летняя-весенняя вещь. Вот такая у меня плотность получается, итоговая в 125 метрах 50 граммов, но здесь важно будет ориентироваться не на плотность нитки, а на плотность самого узора, как обычно. То есть у вас может быть и какой-то другой метраж, там 110, 130, но если вы хотите вязать вместе со мной попетельно, вам важно будет попасть именно в плотность узора. Ну или же сделать все расчеты самостоятельно, исходя из своей плотности. Я все расчеты свои буду показывать по ходу вязания. Итак, спицы я использовала 3,75 мм. Вы можете использовать спицы от 3 до 4,5 мм, если у вас такая же примерно плотность нити, как у меня. Смотрите, 3,75 такой номер спиц, который, может быть, не часто встречается, поэтому для начала вы можете попробовать 3,5 и 4. Потом как-то попробовать уменьшить или увеличить размер спиц. Если вы хотите попасть в такую же плотность узора, как у меня, то в 10 сантиметрах у меня 14 петель, это важно, и также в 10 сантиметрах у меня 44 ряда. Ну, здесь может быть чуть больше, чуть меньше, вот это уже не так важно. Если у вас не такая плотность, вы сможете сделать все расчеты самостоятельно, повторив за мной. И моя плотность вязания может не совпадать с вашей, даже если вы будете вязать из такой же пряжи на таких же спицах. Поэтому, пожалуйста, не пропускайте момент вязания образца. Сейчас я покажу, как это сделать. Итак, для начала давайте свяжем образец и заодно потренируемся вязать узор.
Спицы могут быть разного размера. У меня сейчас спицы 3,75. Оставляю кончик где-то сантиметров 50 и набираю петли обычным классическим образом. Набирайте петли достаточно расслабленно, так, чтобы сильно не затягивать, потому что узор такой достаточно широкий. И чтобы он не был стянут к низу, лучше набрать петли таким как бы более расслабленным образом. Число петель, которые вы набираете, должно быть нечетным. Я наберу, например, 23 петли. Готово. 23 петли набраны. Разворачиваюсь. И сейчас у нас изнаночный ряд, и он будет подготовительный. Вязать мы его будем следующим образом. Первую петлю мы будем снимать, оставляя нить перед работой. Вот таким образом. Это кромочная. Далее повторяем следующий раппорт. Одна петля лицевая. Следующую петлю нужно снять с накидом. Я вот таким образом накидываю рабочую нить на спицу, то есть я ее вывожу вперед и вот так придерживаю. И ввожу правую спицу в следующую петлю и вот таким образом ее снимаю вместе с накидом. Вот так. И повторяю этот раппорт. Одна лицевая. Петлю снимаю вместе с накидом. Накидываю и вот так снимаю. Снова лицевая, накидываю, снимаю, лицевая, накидываю, снимаю. И продолжаю таким образом вязать этот подготовительный ряд до конца. Я уже довязываю до конца. Лицевая снять с накидом и лицевая петля. То есть у нас раппорт, и для симметрии здесь еще одна петля лицевая. И последняя петля кромочная. Я вывожу нить перед работой, и эту петлю снимаю, оставляя нить перед работой. Вот таким образом. Разворачиваюсь. Далее мы будем повторять два ряда, и узор в этих рядах при поворотном вязании очень похож. Отличаться будут только кромочные петли. Первая петля кромочная, я ее вяжу лицевой. Вот так. Далее, следующая петля изнаночная. Вот видно, что она здесь в прошлом ряду провязывалась так, что здесь она сейчас изнаночная. И она без накида. Ее я снимаю с накидом, точно так же, как мы и делали. Ниточку кладу на спицу и вот так эту ниточку вместе с петлей снимаю. Далее у нас идет лицевая петля. Здесь может быть не очень видно, потому что только мало провязано, но вот здесь, если присмотреться, лицевая петля. И эта петля, она идет с накидом. То есть вот накид и под ним петля. Вот этот накид вместе с петлей я вяжу в лицевой. То есть вот так вот по две ниточки подлазию правой спицей и провязываю лицевой. И повторяю данный раппорт. Изнаночную я снимаю вместе с накидом. Лицевую вяжу вместе с накидом, лицевой. Снять с накидом. Следующую лицевую петлю с накидом я вяжу лицевой. Снять, лицевая. И продолжаю повторять этот раппорт до конца ряда. У меня остается последний раппорт. Изнаночную снимаю с накидом, лицевая. И еще одна петля для симметрии, ее мы вяжем по рисунку. Здесь была изнаночная, значит мы эту снимаем с накидом. Вот так. Последняя петля кромочная, я ее провязываю лицевой. Мы с вами связали первый ряд раппорта лицевой. Разворачиваемся на изнаночный. Он вяжется похожим образом. Здесь у нас первая петля кромочная. В изнаночных рядах я ниточку оставляю перед работой и петельку вот так снимаю. И далее логика такая же, но если в лицевом ряду мы начинали раппорт с того, что снимали петлю вместе с накидом, то здесь мы будем начинать с того, что мы ее провязываем, потому что вот эта петля, она у нас лицевая, вот здесь косичка, и на ней накид. Когда накид, мы провязываем лицевой. Вот так. Две ниточки вместе провязываю лицевой. Когда у нас одинарная петля, она у нас изнаночная, ее мы снимаем нить перед работой. И снова лицевая вместе с накидом провязывается лицевой, а изнаночная снимается вместе с накидом. Лицевая, снять с накидом. Лицевая, снять с накидом. То есть логика провязывания точно такая же, как и в
лицевых рядах. Если мы видим петлю с накидом, то нам ее нужно провязать лицевой. Если мы видим одинарную петлю, вот такую без накида, то нам ее нужно снять так, чтобы образовался накид. То есть этот узор при поворотном вязании, он вяжется только с использованием лицевых петель и накидов. Я уже дохожу до конца, делаю накид, и вот эту петлю вместе с накидом я вяжу лицевой. Последняя петля кромочная в изнаночных рядах, я ее снимаю, оставляя нить перед работой. Вот так. Разворачиваюсь и, собственно говоря, повторяю эти два ряда. Давайте еще раз вместе с вами провяжу лицевой ряд. Значит, первая петля кромочная, я ее просто вяжу лицевой. Далее у меня одинарная петля, я накидываю нить и снимаю ее. Далее у меня двойная петля лицевая, я ее вяжу вместе с накидом. И тут уже видно, что вот те петли, которые я вяжу здесь лицевыми, вот здесь такая небольшая косичка образовывается. Вот здесь видно, что это изнаночная петля, и она одинарная, значит, я ее снимаю. Здесь видно, что вот тут лицевая петля, и эта петля с накидом, значит, все правильно, я ее вяжу лицевой. И далее по такой же логике снять с накидом, провязать лицевую с накидом, лицевой, изнаночную снять с накидом, лицевую вместе с накидом провязать лицевой. То есть этот узор, он в целом достаточно несложный, его легко понять. Так этот узор вяжется при поворотном вязании, при круговом вязании он вяжется немного по-другому, но поскольку я буду вязать кардиган, здесь круговое вязание понадобится только на рукавах. Предпоследнюю петлю я снимаю вместе с накидом, и последняя кромочная, я ее вяжу лицевой. Далее разворачиваюсь, вяжу изнаночный ряд, ну и так далее. Свяжите образец самостоятельно так, чтобы он был в высоту, ну хотя бы сантиметров 5-6. Связала образец, и сейчас мне нужно его закрыть. Закрывать без разницы, по какой стороне, по лицевой или по изнаночной, суть одна. Ну, я вот сейчас на лицевой, например, нахожусь. Итак, первая петля у меня здесь лицевая, я ее вяжу лицевой. Далее мы вот эту петлю, она изнаночная, снимали с накидом. Здесь я ее просто провязываю изнаночной, и предыдущую через нее протягиваю. Далее у меня идет лицевая вместе с накидом, я ее провязываю лицевой и предыдущую протягиваю. То есть изнаночная вот эта, предыдущую протянуть. Лицевая вместе с накидом лицевой, предыдущую протянуть. Тут сильно не затягивайте, когда протягиваете, наоборот, скорее делайте более расслабленную, чтобы узор не был стянут, так как он как бы достаточно такой расплывающийся, широкий. Тут вот, кстати, хорошо видно узор, что те петельки, которые лицевая с накидом, и мы их вяжем лицевыми, вот здесь вырисовывается косичка. А там, где изнаночная, которую мы обычно снимаем с накидом, здесь вот такая вот красивая дорожка вырисовывается. Я подхожу к концу. Здесь у меня изнаночная, предыдущую протягиваю, и последняя кромочная тут лицевая, и предыдущую протягиваю. Здесь обрезаю небольшой кончик, и вот эту петельку вытягиваю. Ниточку затяну, и все, образец готов. Теперь его обязательно нужно постирать и измерить плотность. Стирать я настоятельно рекомендую, потому что этот узор, он после стирки обычно вот так немного растягивается, потому что он достаточно такой как бы плывучий, скажем так. Итак, образец постиран, и давайте я измерю его плотность. Смотрите, прежде чем измерять, я вот так чуть-чуть его подтяну, вот так как бы. И все, больше я его никак растягивать не буду. Вот буду в таком спокойном состоянии измерять, ничего дополнительно как-то растягивать не буду. Вот он лежит. Здесь есть такие косички, и, как вы помните, вот эта косичка одна петля, а то, что между косичками, это тоже одна петля. Поэтому мне будет удобно посчитать сначала косички, а потом их умножить на 2. Вот я так делаю. Я прикладываю сантиметр вот здесь слева к самому началу косички, и вот смотрю. Вот у меня получается 10 сантиметров приходит ровно сюда, как бы в начало следующей косички. Если у вас приходит неровно, то вы можете посмотреть, какой сантиметр приходит ровно, а потом с помощью пропорции пересчитать. Вот у меня 10 сантиметров приходит сюда, и я считаю, сколько у меня косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 косичек я умножаю на 2, потому что у меня вот здесь еще петля. Получается 14. Итого у меня получается плотность, что 10 сантиметров это 14 петель. И давайте померим в рядах.
в рядах здесь не самое важное, да, но все равно стоит знать. Вот эта вот косичка, когда мы одну вязали, мы, получается, в одном ряду ее снимали, в одном провязывали. Поэтому, на самом деле, вот одна такая косичка — это не один ряд, а два. Поэтому мы сейчас посчитаем вот эти косички, а потом их умножим на 2, чтобы получить необходимое количество рядов. Ну, образец у меня не такой длинный, поэтому я буду измерять, сколько у меня косичек в 5 сантиметрах. И я вот так прикладываю, считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, я заранее посчитала, у меня получилось 11. 11 это в 5 сантиметрах, умножить на 2, значит, в 10 сантиметрах будет 22 косички. Как я сказала чуть ранее, что одна косичка это 2 ряда. То есть мне 22 нужно еще раз умножить на 2. Итого получается 44 ряда в 10 сантиметрах. Ну, примерно 44, потому что я все же измеряла в 5 сантиметрах. Чтобы более точно измерить плотность в рядах, стоило связать образец подлиннее, но, опять же, это здесь не так важно. Друзья, если вы хотите поблагодарить меня за мой труд, то не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал и писать комментарии. Давайте начнем. Я беру в работу свои рабочие спицы, номер 3,75 мм, на такие же спицы, на которых я вязала основной узор. Леску возьмите средней длины, сантиметров 60, можно взять и 40, в общем, любую, какую вам удобно, потому что в процессе вы всегда можете ее заменить на леску побольше или леску поменьше. И сейчас мне понадобится бросовая нить контрастного цвета. И мы на эту бросовую нить набираем 11 петель. Набираем просто обычным способом. Можете набрать любое количество петель. Это количество петель влияет просто на ширину планки, поэтому в целом для любого размера, для любой плотности вы можете набрать 11 петель. Можете набрать 13, 15, 9. Главное, чтобы это число было нечетным, но я вот решила, что я буду набирать 11 петель. Готово. 11 петель набрано. Теперь можно отрезать кончик. И я вот эти кончики начала и конца свяжу вместе. Свяжу в узелок, чтобы просто получше держалась. Теперь беру в работу свою основную нить, оставляю кончик, чтобы удобно было придерживать и его потом заправлять, ну, сантиметров там 10-15, как вам удобно. И сейчас мы будем вязать полую резинку. Полая резинка, раппорт будет всего 2 ряда, но здесь несложно ее вязать. Первую петлю я вяжу лицевой, вот так. Следующую снимаю нить перед работой. Просто вывожу нить перед работой. Это не накид, просто нить перед работой. И я вот так снимаю петлю. В основном узоре мы будем делать накид, снимать с накидом. Здесь мы просто снимаем как изнаночную. Вот так. И повторяю этот раппорт. Лицевая. Снять нить перед работой. 1 петля лицевая. Нить вывожу перед работой. И петельку просто снимаю. И продолжаю так вязать. Нам нужно нечетное количество петель было набрать, чтобы у нас была симметрия. Вот я провязала лицевую, снимаю, провязала, получается, полный раппорт, и последнюю петлю я вяжу просто лицевой. То есть как бы продолжаю вязать раппорт, мне важно, чтобы здесь начиналось и заканчивалось одинаково, с лицевой. Разворачиваюсь, второй ряд. Он вяжется как бы наоборот. Тут раппорт начинается с того, что мы петлю снимаем. Нить вывожу перед работой, и вот эту петельку снимаю. Вот так. Следующую петлю вяжу лицевой. И повторяю. Снять нить перед работой. 1 лицевая. Снять нить перед работой. Лицевая. Снять. Лицевая. Тут, кстати, хорошо видно, что мы те петли, которые в прошлом ряду провязывали, мы их в этом ряду снимаем, а те, которые снимали, в этом ряду провязываем. Тут это хорошо видно, потому что у нас сейчас бросовая нить контрастного цвета. Провязываю лицевую, и последнюю я снимаю нить перед работой. Это для симметрии. Вот так. И далее мы эти 2 ряда повторяем. Давайте еще раз я вам объясню, как можно смотреть. Вообще здесь принцип такой при поворотном вязании, что лицевую петлю мы провязываем лицевой. Вот здесь видно, что петля идет лицевая, ну здесь бросовая нить, но тем не менее видно, что вот эта петля лицевая. Мы ее провязываем лицевой. Когда у нас идет изнаночная, вот здесь видно как раз хорошо бросовая нить, такая палочка, это значит изнаночная петля. Мы ее будем снимать, оставляя нить перед работой. Снимать как изнаночную. Нить перед работой, и я просто снимаю. Снова лицевая, лицевой, изнаночную, снять нить перед работой. Продолжаем. Лицевая, снять нить перед работой. Лицевая, снять нить перед работой. Как видите, здесь ничего сложного нет. Снимаю петлю, и последняя лицевая. Разворачиваюсь,
И у меня получается 4-й ряд, но по раппорту это 2-й ряд. Здесь все так же. Первая петля, вот здесь видно, что она как бы изнаночная, вот здесь такая палочка. Я, соответственно, нить вывожу перед работой и снимаю эту петельку. Вот у меня идет лицевая, значит, эту я провязываю лицевой. Снять нить перед работой, лицевая. Ну и так продолжаю вязать. То есть раппорт 1-го и 2-го ряда одинаковый, отличаются лишь тем, что в одном случае у нас ряд начинается с того, что мы провязываем лицевую петлю, а в другом ряду ряд начинается с того, что мы петлю снимаем нить перед работой. Ну и далее мы повторяем эти 2 ряда, вяжем таким образом планку. Я провязала вот примерно 10 сантиметров, может быть чуть побольше, где-то 10,5. Вот эти 10 сантиметров, плюс-минус 10 сантиметров, это для любого размера. Это получается 23 косички, то есть 46 рядов. То есть вот здесь можно, хорошо видно косички, и можно вот эти косички легко посчитать. У меня их получается 23, но одна такая косичка это 2 ряда, то есть всего 46 рядов. Вот они здесь хорошо видны. И последний ряд, который я вязала, это тот, который начинается с лицевой петли. То есть я на самом деле провязала нечетное количество рядов, потому что первый ряд мы начинали с лицевой петли, и вот этот последний ряд я его тоже провязала, начиная с лицевой петли, то есть рядов 47. Теперь смотрите, я вот так кладу эту деталь, это будет та часть планки, которая у меня на горловине. То есть сейчас мы будем вязать методом японское плечо, так что оно будет вот так расширяться. И нам нужно вдоль вот этого края набрать петли, чтобы начать вязать. У меня спицы на леске. Я аккуратно вот здесь вытаскиваю спицу, придерживаю вот здесь эти петли, чтобы они никуда не расплетались. И вот здесь у меня идут косички. И вот за эти косички я буду как раз-таки набирать. Вот сюда прям в краюшек, вот здесь наберу первую косичку. Далее вот здесь уже за 2 части вот сюда прям в краюшек, вот у меня ниточка выходит, вот сюда прям в краюшек я наберу первую косичку. Тут сильно не затягивайте, чтобы вот эти петли не потянулись. И далее буду подхватывать за 2 косички. Вот 2 косички я сюда набираю. Дальше 3-ю косичку я буду пропускать. Это нужно для того, чтобы у нас сошлась плотность. У меня плотность моего основного узора в 10 сантиметрах 14 петель. То есть мне нужно где-то 14, может быть, чуть побольше петель отсюда набрать. Если я буду набирать из каждой вот этой вот косички, у меня их 23, соответственно, получится 23 петли. Это много. Поэтому я так посчитала, если я из каждых 3 буду делать 2, то получится примерно столько, сколько мне нужно. Значит, вот из 2 набрала, вот эту 3-ю пропускаю. Снова набираю 1, вот здесь под 2 ножки захожу, набираю 2, вот эту 3-ю пропускаю. Снова набираю 1, набираю 2, и вот эту 3-ю пропускаю. Ну и продолжаю таким образом набирать. Подхожу к концу, здесь пропускаю, набираю 1, и вот здесь вот 2. Обязательно, даже если у вас здесь пропущено, обязательно из вот этой крайней петли наберите петлю. У меня получилось, что я набрала 16 петель. Число, которое я набираю, должно быть нечетным. Пусть это будет 15, поэтому я одну петлю где-нибудь, наверное, здесь в начале сокращу, чтобы у меня было 15 петель. У вас тоже должно получиться 15 или, например, 17 петель. Также вот эти петли, которые у меня вот здесь находятся от планки, они мне на самом деле сейчас не нужны, поэтому их я сниму на булавку. Можно снять на бросовую нить, можно снять на булавку, как вам будет удобно. Мне удобно снять на булавку, потому что здесь петель немного. Так, сняла и булавочку закрываю. Теперь буду работать с вот этими петлями. Это будет лицевая сторона, разворачиваю сейчас на изнаночную. И нам нужно связать подготовительный ряд. Этот ряд будет вязаться так же, как ряд, который мы вязали на образце подготовительный. Сейчас еще раз все, конечно же, покажу. Значит, первую петлю я снимаю, нить перед работой. Это кромочная петля. Далее начинается узор. Одна лицевая, следующую петлю снять с накидом. Одна лицевая, делаю накид и снимаю петлю вместе с накидом. Лицевая, снять с накидом. Лицевая,
снять с накидом. И так я продолжаю вязать. Уже подхожу к концу. Тут у меня, смотрите, должна быть лицевая и последняя кромочная. Но у меня здесь четное количество петель, 16, как я вам говорила. Поэтому вот эти 2 петли, я их 2 вместе провяжу лицевой. Если у вас вот так вот, если у вас нечетное количество петель получилось, то этого делать не нужно. Ниточку перед работой и последнюю петлю я снимаю. Это кромочная. Разворачиваюсь. И теперь мы будем вязать основной узор. Основной узор сейчас вяжется так же, как мы его вязали с вами в образце. Первая петля кромочная, я ее провязываю лицевой. Далее идет у меня одинарная изнаночная петля. Я ее снимаю вместе с накидом. Вот так. Далее идет лицевая петля. Вот видно, что она здесь лицевая. И она идет вместе с накидом. Я ее вместе с накидом вот таким образом провязываю лицевой. То есть изнаночную я снимаю вместе с накидом. Лицевую петлю с накидом я провязываю лицевой. И повторяю: снять с накидом, лицевая с накидом, вместе лицевой. Снять с накидом, лицевая. Снять с накидом, лицевая. Повторяю так вязать. Уже подхожу к концу ряда. Предпоследняя петля у меня снимается с накидом, последняя кромочная вяжется лицевой. Вот такой раппорт у нас в лицевых рядах. Разворачиваюсь на изнаночный ряд. В изнаночных рядах раппорт на самом деле по факту такой же, просто смещенный. Первая петля кромочная, я ее снимаю, оставляя нить перед работой. Вот так. Далее у меня здесь начинается раппорт с лицевой петли. У меня лицевая вот здесь видна, она идет вместе с накидом. Я лицевую вместе с накидом провязываю лицевой. Далее у меня идет изнаночная, она одинарная, я ее снимаю вместе с накидом. И снова лицевая, изнаночную снять с накидом, лицевая вместе с накидом лицевой, изнаночную я снимаю, делая накид. И продолжаю таким образом вязать ряд. Подхожу уже к концу, лицевая с накидом вместе, лицевой. Последняя петля кромочная, я оставляю нить перед работой и провязываю лицевую петлю. Вот мы с вами провязали 2 ряда. И получается, мы сейчас с вами набрали петли по лицевому ряду, далее провязали изнаночный ряд подготовительный и провязали 2 ряда узора. 1 лицевой, 1 изнаночный. Теперь у нас начинаются прибавки. Пока что все для всех размеров делайте одинаково. Различия начнутся чуть-чуть попозже. Теперь мы с вами начнем делать прибавки. Прибавки мы будем делать в изнаночных рядах. Сейчас я нахожусь в лицевом ряду. У нас первая петля кромочная лицевая. И мы будем вязать 4 ряда и повторять их. Значит, ряд номер 1 лицевой вяжется так же, как мы вязали и до этого. Просто по узору. Первая петля кромочная, я ее вяжу лицевой. И далее просто по узору. Изнаночную снять с накидом, лицевая вместе с накидом, лицевой. Изнаночную снять вместе с накидом, лицевая вместе с накидом, лицевой. Снять, лицевая, снять, лицевая. Продолжаю так вязать ряд. Здесь ничего сложного нету. Подхожу к концу. Вот эта лицевая была. Далее изнаночную снимаю вместе с накидом. И последняя кромочная, лицевая. Разворачиваюсь, второй ряд, изнаночный. В нем мы будем делать прибавку. Прибавку будем делать следующим образом. Начинаем вязать ряд, как мы обычно вяжем его, и вяжем первые 5 петель. Значит, первую снимаю, нить перед работой, далее лицевая с накидом лицевой, снимаю, лицевая вместе с накидом лицевой, и 1 петлю снимаю. Вот у меня 5 петель. Кромочная, 1, 2, 3, 4, 5. Да, все верно. Сейчас у меня идет петля вот эта лицевая вместе с накидом, и мне ее нужно провязать лицевой, но я в нее буду делать прибавку. Для этого я вот эту петлю провязываю лицевой, вот так, и со спицы не снимаю. Провязываю вместе с накидом, как обычно. Делаю накид от себя, и в эту же петлю вяжу снова 1 лицевую. Вот так. И снимаю.
И продолжаю вязать ряд по рисунку. Снять с накидом, лицевая вместе с накидом лицевой. Снять с накидом, лицевая вместе с накидом лицевой. И вяжу так, пока у меня не останется 6 петель до конца ряда. Ну, я здесь одну лишнюю провязала, верну ее. Вот эта петля, 6-я с конца, это лицевая с накидом. В нее я буду делать прибавку, точно такую же, как и до этого. Я вяжу петлю лицевой, не снимаю со спицы. Делаю накид и снова в эту же петлю вяжу лицевую. Вот я сделала прибавку. И довязываю ряд по узору до конца. Снять с накидом, лицевая, снять с накидом, лицевая. Последнюю снимаю нить перед работой, кромочная. Разворачиваюсь. Третий ряд вяжется как обычно. Тут у нас раппорт сохранен, потому что мы прибавляли 2 петли как раз таки для того, чтобы сохранить раппорт. 2 петли здесь и 2 петли здесь. Давайте еще раз вместе его с вами провяжем. Первая петля кромочная, лицевая. Снять с накидом, лицевая вместе с накидом лицевой. Снять с накидом, лицевая вместе с накидом лицевой. Мы подходим к моменту, где мы делали прибавку, и здесь вяжем все точно так же. Снять с накидом. Вот эта петля, она без накида, но она по узору должна быть лицевая. Мы ее провязываем лицевой. Следующую снимаем с накидом, лицевая с накидом лицевой. И продолжаю так вязать. Снова здесь момент, где мы делали прибавку. Я снимаю с накидом. Вот эта одинарная петля лицевая. Снять с накидом. И довязываю ряд по узору до конца. В конце снять с накидом, последняя лицевая. Вот так. Это был третий ряд. И четвертый ряд изнаночный вяжется просто по узору без каких-либо прибавок. Значит, первую петлю кромочную я снимаю и просто вяжу узор. Лицевая вместе с накидом лицевой, изнаночную снять с накидом. Лицевая, снять, лицевая, снять. Продолжаем вязать таким образом этот ряд до конца. Это у нас будет четвертый ряд, и далее мы эти 4 ряда будем повторять. Первый ряд просто лицевой, в нем нет никаких особенностей, просто вяжется по рисунку. Первая кромочная лицевая, и далее снять с накидом, лицевая, снять, лицевая. В конце ряда снимаю с накидом, последняя кромочная лицевая. Далее ряд номер 2, в нем он изнаночный, и в нем мы будем делать прибавку. В целом вы можете отметить место, где будете делать прибавку маркером, но я не буду отмечать, можете здесь 5 петель отсчитать и маркер поставить, ну и здесь, соответственно, тоже. Значит, вяжем первые 5 петель ряда. Первую петлю я снимаю, нить перед работой, и вяжу лицевая вместе с накидом лицевой, снять, лицевая вместе с накидом лицевой, и снять. И вот в эту 6-ю петлю лицевую вместе с накидом я делаю прибавку. Я ее провязываю, как мы обычно до этого провязывали, лицевой, но со спицы не снимаю. Делаю накид обычный от себя и снова в эту же петлю вяжу лицевую. Вот так. Теперь можно снять. У нас была 1 петля, стало 3. 3 минус 1, 2. Соответственно, мы сделали 2 прибавки, чтобы сохранить раппорт. Продолжаю вязать по узору. Снять с накидом, лицевая с накидом лицевой. Снять с накидом, лицевая с накидом лицевой. И вяжу так, пока у меня не останется 6 петель до конца ряда. 2, 4, 6. И вот в эту 6-ю петлю с конца я буду делать прибавку. Тут, кстати, видно вот место, где мы делали прибавку, видите, и вот сюда влево уходит та петля, в которую мы делаем прибавку. Значит, точно так же провязываю ее, как обычно, лицевую с накидом лицевой. Единственное, что не снимаю со спиц. Делаю накид от себя и еще раз в эту же петлю провязываю лицевой. И довязываю ряд по узору до конца. Снять с накидом, лицевая, снять с накидом, лицевая. Последнюю снимаю нить перед работой. Вот мы провязали 2 ряда. Далее 3-й и 4-й ряд вяжется просто по узору. В 3-м лицевом ряду узор у нас сохраняется. Единственное, что здесь 1 лицевая, она будет без накида, то, которую мы прибавили. Первая кромочная лицевая, снять с накидом, лицевая, снять с накидом. Тут лицевая вместе с накидом лицевой. Тут место, где мы прибавляли, и тут снимаю с накидом. И вот это, значит, должна быть лицевой. Ну и так вяжу 3-й ряд по рисунку, 4-й ряд точно так же я вяжу по рисунку в соответствии с раппортом и не делаю никаких прибавок. У нас за каждые 4 ряда прибавляется 4 петли, потому что мы во 2-м ряду, когда делаем прибавку, у нас по 2 петли с каждой стороны прибавляется, соответственно, получается 4. Повторяем эти 4 ряда самостоятельно.
Количество повторений зависит от того, какой у вас размер. И пока вы повторяете, я сейчас покажу, как рассчитать, какое количество прибавок нужно сделать конкретно на ваш размер. У меня плотность 1,4 петли в 1 сантиметре. Обхват груди у меня 95 сантиметров. Я хочу свободу облегания примерно 20 сантиметров. И я вот это число перевожу в петли. 95 плюс 20 умножаю на 1,4. У меня получается 161 петля. Пока что это число никак не корректируем. Просто его запоминаем. 161 петля. Мне нужно посчитать, сколько мне петель нужно на подрезы. Это примерно 5 сантиметров. Для маленьких размеров S, например, XS можно взять 3,5-4 сантиметра. Для размеров M, XL, примерно 5 берите. Для больших, но берите 5,5-6 сантиметров примерно. И я это число также перевожу в петли. 5 умножаю на 1,4, получается 7 петель. Это число должно быть нечетным, ну и целым, естественно. Соответственно, если у вас здесь получается не целое и нечетное число, вам его нужно округлить в какую-то сторону. Соответственно, у меня по 7 петель на подрезы. Я вот так вот визуально примерно это начерчу. У меня кардиган, значит, у меня здесь вот это будет спинка. Это будет перед. У меня по кардигану здесь посерединке планка. Давайте посчитаем, сколько петель осталось. 161 минус 7 умножить на 2. То есть из общего числа я вычитаю петли на подрезы. И это число делю на 2, чтобы мне понять, сколько мне нужно на перед и на спинку. Ну, у меня получается 73,5. Понятно, что 73,5 петли быть не может. Мне нужно, чтобы это число также было целым и нечетным. То есть это может быть у меня либо 73, либо, например, 75. Но 73 мне не подходит. Давайте я объясню, почему. Изначально я вдоль вот этой вот планки мы с вами набирали 15 петель. И каждый раз делали прибавки. И за 4 ряда мы прибавляли 4 петли. Соответственно, если я 73 отниму от него 15, свое изначальное количество петель, которые я набирала, и разделю на 4, у меня получится не целое число. Итак, 73 мне не подходит, а 75 мне подходит, потому что 75 минус 15 и делить на 4 получается 15, получается целое число. Можно было взять в целом 71, оно бы тоже подошло, но я решила взять 75, потому что все же джемпер оверсайз и будет чуть-чуть больше, чем 20 сантиметров на свободу облегания. Тут как бы можно и взять и поменьше, можно не 75 взять, а 71. И получается, соответственно, что мне 15 раз нужно будет повторить вот эти вот 4 ряда, то есть всего провязать 60 рядов. Таким образом, смотрите, вот у нас как бы была планка, которую мы связали, затем мы вот здесь петли набрали и прибавляли петли. И таким образом, прибавляя петли, мы как бы свяжем такую трапецию. В моем случае вот здесь изначально 15 петель, стало 75 петель. Ну, я так продолжала прибавлять петли. Здесь можно посчитать вот эти вот косички, дорожки, которые я прибавила. Их как раз будет 15, и петель у меня 75. После того, как я сделала последнюю прибавку, я просто вязала поворотными рядами без прибавок. То есть точно так же, как и до этого, но в изнаночных рядах я не делала прибавки. Все ряды я просто вязала узор. Ну и таким образом я провязала еще некоторую часть. То есть сейчас моя деталь, она выглядит как бы вот так. Вот так. К этой трапеции еще здесь добавился как бы прямоугольник. Теперь нам нужно понять, до какого момента вязать. Мы будем мерить вот отсюда, то есть от момента, где мы набирали петли. И вот это вот расстояние мы будем измерять. Вот это вот расстояние. Это будет высота проймы. Давайте ее посчитаем так, что мы обхват груди разделим на 6 и прибавим 6. У меня получается 22 сантиметра, вот эта вот часть у меня должна быть 22 сантиметра. Соответственно, я потом продолжаю вот так вязать просто поворотными рядами, пока у меня вот здесь не станет 22 сантиметра. Мне нужно, чтобы у меня было 22 сантиметра, я прямо отсюда вот меряю, и вот как раз у меня 22 сантиметра. Последний ряд, который я провязала, был изнаночный, то есть сейчас лицевой ряд. И сейчас я еще сделаю прибавку, всего лишь одну, чтобы у меня как бы, грубо говоря, вот так вот
выглядела моя деталь. И здесь я сейчас еще раз повторю вот эти 4 ряда, в которых мы делаем прибавку, и повторю их один раз. За этот один раз у меня с каждой стороны прибавится по 2 петли. То есть здесь будет плюс 2 и здесь будет плюс 2. Это петли, которые у меня пойдут потом на подрезы. Со стороны спинки я вот здесь прибавлю 2 петли, потом со стороны переда тоже прибавлю 2 петли, и у меня уже будет 4 петли на подрезе. Потом при соединении в круг я еще 3 петли добавлю, так как мне всего нужно 7 петель. Если у вас 5 петель, то вы, соответственно, тоже вяжете эти 4 ряда, и потом вам нужно будет добавлять одну петлю, потому что 5 минус 2 будет 1. Если у вас здесь 9 петель, то вы можете провязать 8 рядов, то есть вот эти 4 раза раз и вот эти 4 раза 2. И здесь у вас будет прибавлено 4 петли, спереда тоже 4 петли. Итого будет 8, и потом еще одну петлю прибавить. И сейчас у меня лицевой ряд, я его также вяжу, как обычно, потом второй ряд изнаночный, я в нем делаю прибавку, так же, как мы до этого делали, и третий и четвертый вяжу по рисунку. То есть все точно так же, как мы вот эти вот здесь 4 ряда вязали. Итак, я провязала вот эти 4 ряда, вот здесь у меня добавилось 2 петли с каждой стороны, у меня было 75 петель, добавилось по 2 с каждой стороны, стало 79. Последний ряд, который я провязала, был изнаночный, то есть сейчас как бы должен идти лицевой ряд. Но на этом вязание нашей спинки окончено. Здесь я отрезаю рабочую нить, оставляя небольшой кончик. И вот эти петли нужно снять на бросовую нить или на леску, как вам будет удобно. Я беру нить контрастного цвета, и вот так вот петелька за петелькой снимаю. Здесь аккуратно снимайте петли с накидом, не потеряйте ни петлю, ни накид. Итак, я заканчиваю снимать петли на бросовую нить, протягиваю, здесь отрезаю ниточку и завязываю кончики между собой. Вот все, вот так выглядит деталь спинки. Мы ее не откладываем, потому что начинать вязать правую и левую часть переда мы будем сразу набирая петли вот отсюда вдоль спинки. Как я вам рассказывала ранее, я сделала прибавки 15 раз. Вот здесь вот. 15 раз, одна прибавка, 4 ряда. Если я 15 умножу на 4, получится 60. То есть 60 рядов я всего провязала. Как вы помните, 2 ряда — это одна косичка. То есть вот эта вот косичка, чтобы она образовалась, вот такая косичка одна, нужно провязать 2 ряда. Ну и одна боковая косичка — это тоже, соответственно, 2 ряда. И вот я сейчас с правым плечом работаю, беру его и отсчитываю 30 косичек. Вот первая косичка, вот она вторая, третья, четвертая, пятая, 6 и так далее. Я отсчитываю 30 косичек. И вы как раз должны прийти примерно в то место, где у вас была последняя прибавка. Если вот у меня последняя прибавка, да, вот здесь видно, эти 2 дорожки сходятся. Если я вот так прослежу по косичкам, то вот я как раз примерно в это место и прихожу. Ну и то же самое сразу сделаю со вторым, с левым плечом. Точно так же я здесь отсчитаю косички по боковой линии, по боковой вот этой петле. Вот она, раз косичка, 2, 3, 4, 5 и так далее. Сейчас нужно расположить так, чтобы лицевой стороной было вверх. Лицевая сторона, это вот на ней вот так выглядят прибавки. Получается, у лицевой стороны вот здесь открытые петли, а вот здесь петли на булавке. Вот лицевой стороной вверх кладу и буду работать с правым плечом. Вот это у меня правое плечо, здесь у меня открытые петли. Я вот здесь отметила себе маркером нужную петлю, и начиная с этой петли я сейчас буду поднимать петли. У нас вот здесь есть косички, вот они. И мы под эти косички будем набирать петли. Будем в 3 косички набирать, 4-ю пропускать. В 3 набирать, значит, вот здесь у меня прям в первую косичку вхожу, вот под 2 петельки. И подцепляю ниточку, вывожу. Кончик пока придерживаю. И продолжаю. Нахожу следующую косичку. Вот она. Вот под 2 дольки захожу, подцепляю и вывожу. Следующая косичка, 3-я. Вот снова захожу, подцепляю, вывожу. 4-ю вот эту пропускаю. Снова беру следующую. Раз. Следующую 2. Следующую 3. И вот эту 4-ю пропускаю. Раз. 2, 3, 4-ю пропускаю и продолжаю так набирать. И вот я уже подхожу к концу,
Набираю раз, и вот у меня буквально последняя косичка остается. И я пришла к вот этой бросовой нити. Сейчас мне петли с бросовой нити нужно будет снять на основную спицу. Здесь нужно сейчас очень аккуратно срезать эту бросовую нить, не задевая нить основного цвета, и очень аккуратно их снять, надеть точнее на рабочую спицу, чтобы они никуда не убежали. Я вот так маленькими ножничками аккуратно подрезаю и понемногу вытаскиваю эту ниточку. То есть, видите, я вот так вот аккуратно вытаскиваю, если где-то надо, подрезаю. Здесь вот такие открытые петли остаются сейчас. Их пока резко ничего не дергайте, чтобы они у вас никуда не убежали. Так, готово. Я всю бросовую ниточку убрала. И вот у меня здесь открытые петли. У меня их должно быть 11. И сейчас все эти 11 петель я аккуратненько на нить надеваю. Видите, тут как бы так расходится. Я то петельку сзади беру, то как бы спереди. То сзади, то спереди. Ну, фактически тут видно, как они стоят. Так, и вот тут у меня в краюшке тоже одна петля была. Вот, это у меня тот наборный кончик был. Так, я их, получается, сняла на правую спицу, но мне нужно, чтобы они сейчас были на левой спице, поэтому я их вот так аккуратно переодеваю назад, заодно проверяю, что у меня все правильно стоит. Теперь, поскольку эти петли были открытые, они здесь как бы идут в другую сторону, и нам нужно их переставить. Вот если присмотреться, то вот первая петля здесь как бы идет изнаночная, она сзади, а вот следующая лицевая. А здесь с краю вот вторая здесь лицевая дорожка идет. А нам их нужно как бы переставить, чтобы лицевая была вот здесь. И сейчас я буду вот эти две петли местами менять. Я их просто вот так аккуратненько снимаю. Вот так вот эту изнаночную как бы и лицевую. Изнаночную вот так пальчиком придерживаю. Надеваю сначала изнаночную, а потом лицевую. Вот я две петли местами поменяла. У меня теперь идет сначала лицевая, потом изнаночная. Перекину их пока на правую спицу. То же самое делаю с двумя следующими петлями. Мне нужно, чтобы сейчас шла лицевая, то есть вот эта петля. Я эти две петли как бы со спицы снимаю. Сначала подцепляю лицевую, потом вот эту изнаночную. Вот так. Снова две я снимаю, аккуратненько подцепляю лицевую, потом вот эту изнаночную. Ну, можно было сразу их так надеть. Если вы вдруг сразу надели правильно, так что у вас вот здесь в конце лицевая, которая идет по вот этой дорожке, то вам этого делать не надо. Если нет, то вот таким образом переставляйте петли. И вот у меня уже остается последние две петли. Я меняю здесь лицевая, надеваю здесь изнаночная. И вот последняя петля, она у меня станет потом лицевой. Она у меня одна осталась. Вот так. Вот эти 11 петель я теперь возвращаю на левую спицу, чтобы их сейчас провязать. Мы их поставили в нужном для нас порядке, и сейчас мы их провяжем. Так, сейчас я их верну. Когда возвращаете, на всякий случай проверьте, что они у вас стоят правой стенкой вперед все. Так, вот я здесь закончила набирать. Здесь я поставлю маркер, что будет означать, что у меня здесь идут петли планки. И вяжу эту планку, начиная с лицевой. Первая петля лицевая. Следующую петлю снять, нить перед работой. Она у нас изнаночная. Вот так. Снова лицевая. Петлю снять, нить перед работой. Лицевая, снять, нить перед работой. Лицевая, изнаночную снять, нить перед работой. Лицевая, снять нить перед работой, и последняя петля лицевая. Сделали наборный ряд, разворачиваемся. Сейчас у нас изнаночный ряд, он будет такой подготовительный, нулевой. Значит, сначала вяжем вот эти 11 петель планки. Первую петлю снимаю, нить перед работой. Вот так. Далее вяжу лицевая, изнаночную снять, нить перед работой. Лицевая, изнаночную снять, нить перед работой. Так же, как мы вязали планку в самом начале. Заканчиваю здесь уже вязать. Лицевая, последнюю вот эту петлю снять, нить перед работой. Дошла до маркера, перебрасываю, и здесь у меня, значит, будет идти основной узор. Но сейчас нам нужно связать подготовительный ряд. Вот здесь я основной узор буду начинать с лицевой петли. Вот эту петлю я вяжу лицевой,
Следующую снимаю вместе с накидом. Снова лицевая, снимаю вместе с накидом. В одном случае, в случае планки мы снимаем петлю нить перед работой, а в другом снимаем вместе с накидом. Вот так, видите, получается разный узор, получается разница. Повторяю, лицевая, снять вместе с накидом. Лицевая, снять вместе с накидом. Я так продолжаю вязать ряд до конца. Смотрите, снимаю с накидом, лицевая. И у меня остается одна петля. Вот как раз должна, если вы провязали вот здесь лицевую петлю, и у вас осталось 2 петли, то одну скиньте. Просто вот так спицу снимаете, тянете, и она у вас убегает. Если нет, то вы ее вот так же оставляете. И вот эту петлю я снимаю, оставляя нить перед работой. Вот так. То есть у меня вот здесь вот до вот этого маркера от начала до конца было набрано четное количество петель. У меня это 24 получилось. И так у меня узор сошелся, так что вот здесь ряд будет начинаться с лицевой, а заканчиваться как бы изнаночной. Я заранее не считала это число, чтобы набрать просто по косичкам с пропусками. И, значит, теперь мы сделали наборный ряд и провязали подготовительный ряд. Теперь будем чередовать 2 ряда, лицевой и изнаночный. Первый ряд лицевой вяжется следующим образом. Так, вот этот маркер можно уже снять, он мне не нужен, я им просто отмеряла косичку. Кончик вот здесь у меня остался, его аккуратно пока придерживаю, потом его уже не надо будет придерживать. Вяжу первый ряд. Первая петля кромочная, лицевая. Далее идет обычный узор наш основной, как мы вязали. Изнаночную снять вместе с накидом. Вот так. Лицевая вместе с накидом вяжется лицевой. Изнаночную снять вместе с накидом, лицевая вместе с накидом, лицевой. И я таким образом продолжаю вязать до маркера, который у меня отделяет основной узор и планку. Последняя петля у меня здесь изнаночная, я ее снимаю вместе с накидом, перекидываю маркер, и у меня начинается узор полая резинка. Он здесь в лицевом ряду начинается с лицевой петли. Лицевую петлю я вяжу лицевой, следующую изнаночную я снимаю нить перед работой. Вот так. Лицевая, снять нить перед работой. Лицевая, снять нить перед работой. Тут всего 11 петель планки. Я их вяжу. Последняя петля, она лицевая. Вот так. Разворачиваюсь. Второй ряд изнаночный. Вяжется следующим образом. Сначала также идет планка, но здесь начинается с того, что мы первую петлю снимаем нить перед работой. Вот так. Далее лицевая. Петлю снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой. Продолжаем вязать таким образом, лицевая, петлю снять нить перед работой. И тут я встречаюсь с маркером, маркер перекидываю и вяжу основной узор. Тут у меня идет петля с накидом, я ее вяжу лицевой. Далее следующую петлю снимаю вместе с накидом. Лицевая с накидом лицевой, изнаночную снять вместе с накидом. Я вяжу этим узором до конца ряда. В конце ряда у меня лицевая вместе с накидом лицевой. И последнюю петлю кромочную я вывожу нить перед работой и снимаю. Итак, я провязала буквально 2-3 сантиметра. Вот здесь видна петелька, которую мы первую набирали. Вот я за кончик дергаю, и вот эта косичка видна. Вот я тут по боковой части меряю. Ну, у меня вот где-то 3 сантиметра, может быть, чуть-чуть поменьше. А если считать в рядах, то я вот тут сбоку считаю косички. Как раз просто первую удобно подергать и увидеть, где она. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5. И вот 6-я косичка на спице. Сейчас в этом ряду нам нужно будет сделать убавку. Вот здесь возле горловины. Мы попозже начнем делать прибавки. Сейчас пока что делаем убавки. У меня лицевой ряд, и я лицевой ряд начинаю вязать так же, как я вязала и до этого. Кромочная лицевая, далее снять с накидом, лицевая с накидом лицевой. И продолжаю так вязать, пока у меня не останется вот такие вот 3 косички до вот этого маркера, или же в петлях получается 2, 4, 6. 6 петель, ну, с учетом того, что петля с накидом идет вместе, или же вот по таким косичкам. 1 косичка, 2 косичка, 3 косичка. И сейчас мы будем делать здесь убавку. Убавлять мы будем сразу 2 петли. Вот эта петля лицевая с накидом и вот эта изнаночная, их 2 вместе. Я сейчас провяжу просто лицевой. Просто вот так 2 петли вместе. Ну, здесь 2 петли, но 3 ниточки. Я провязываю одной лицевой. Вот так. Теперь вот эту петлю я возвращаю на левую спицу.
вот таким образом. И вот эту петлю с накидом протягиваю через вот эту петлю. То есть я вот так эти две петли, петлю и накид лицевую, вот так как бы протягиваю через эту спицу и отпускаю. И теперь эту петельку я возвращаю на правую спицу. После прибавки довязываю ряд до конца, как мы обычно его вязали. Изнаночную снять с накидом, лицевая с накидом, лицевой, изнаночную снять с накидом, перекидываю маркер, вяжу полую резинку. У нас раппорт узора никак не сбился, потому что мы сократили одновременно 2 петли, тем самым оставив раппорт неизменным. И вот я сделала убавку, и потом 3 ряда вязала без убавок. Тут вот видите, видно, что в этом ряду сошлись петли в одну, и вот раз косичка, 2 косичка. Это значит 4 ряда я провязала, в первом убавка и еще 3. И сейчас снова нужно сделать убавку. Я начинаю вязать лицевой ряд точно так же, как и до этого. И останавливаюсь за 6 петель до вот этого маркера или за 3 косички. Раз, два. И вот эта 3-я косичка, мы сейчас будем делать убавку так, чтобы она тоже вот сюда заходила. Давайте еще раз сделаем ее вместе с вами. Изнаночную петлю и вот эту лицевую петлю с накидом я провязываю вместе одной лицевой. Вот так провязываю. И вот эту получившуюся петельку отправляю на левую спицу. Теперь вот эту петлю с накидом я накидываю на вот эту провязанную петлю. То есть вот так протягиваю. Вот так. Ну и теперь вот эту петлю возвращаю назад. Все, вот я сделала убавку. И довязываю ряд до конца. Вне зависимости от того, какой вы размер вяжете, сделайте 2 убавки, как я показала. И далее просто продолжаем вязать поворотными рядами, без всяких убавок, а чуть позже мы начнем, наоборот, делать прибавки вдоль горловины. А пока что просто вяжется лицевой и изнаночный ряд, как мы вязали здесь в начале. И если мерить от самого начала, то я провязала примерно 12 сантиметров. Если считать по косичкам, начиная с вот этой первой, где я набирала, то у меня 27 косичек. Сейчас у меня лицевой ряд, и мы начнем делать прибавки. Прибавки мы будем делать так же, как и до этого в изнаночных рядах. То есть сейчас я провяжу лицевой ряд и вернусь к вам. Итак, вот у меня изнаночный ряд сейчас, и я его пока что начинаю вязать как обычно. Вяжу планку полой резинкой, как обычно, до маркера. После маркера вяжу 4 петли по узору. Лицевая с накидом лицевой, изнаночную снять с накидом, лицевая с накидом лицевой, изнаночную снять с накидом. И в следующую лицевую петлю, вот в эту, мы будем делать прибавки, точно так же, как мы делали и до этого на спинке. Вот эту петлю лицевую вместе с накидом я провязываю лицевой и не снимаю со спицы. Делаю накид от себя и снова в эту же петлю, которая у меня с накидом, провязываю еще раз лицевой. Вот так. Теперь снимаю. И продолжаю вязать ряд, как обычно, до конца. Поскольку мы с вами прибавили 2 петли, да, как и до этого, у нас раппорт узора никак не меняется, то есть он никак не сбивается. Сейчас у меня лицевой ряд, и я его также вяжу, как и до этого. Так, вот я в лицевом ряду подхожу к моменту, где у меня была прибавка. Вот эту петлю я провязала лицевой, следующую снимаю. Вот здесь одинарная петля без накида лицевой, снимаю, ну и все. Провязала прибавки. И так прибавку мы будем делать в каждом 10-м ряду. То есть первый ряд лицевой я провязала просто, второй ряд изнаночный, в нем я сделала прибавку. Далее с 3 по 10 ряд я вязала без прибавок. Потом снова один ряд лицевой, и сейчас у меня как второй ряд идет прибавка. Как не запутаться, какой ряд вы сейчас вяжете? Вот я нахожусь на изнаночной стороне, и тут очень хорошо видна вот эта петля, из которой мы делали прибавку. Вот эта вот петля — это прибавка. Вот я считаю, это 1, 2, 3, 4 и как бы 5-я косичка у меня на спице. 5 косичек — это 10 рядов. Вот это первая, раз, два, три, 4, 5-я на спице. Значит, вот я как раз 10 рядов провязала. Сейчас снова надо будет делать прибавку. Давайте еще раз покажу, как мы делаем прибавку. Начинаю вязать в изнаночном ряду полую резинку, как обычно. Она начинается с того, что мы петлю снимаем низ перед работой. Вяжу
эти петли, перекидываю маркер, и после маркера вяжу 4 петли по узору. Лицевая с накидом лицевой, изнаночную снять вместе с накидом, лицевая с накидом лицевой, изнаночную снять вместе с накидом. И вот видите, вот эта дорожка идет, из которой мы делали прибавку. Сейчас же из этой петли также будем делать прибавку. Значит, делаем прибавку. Лицевую петлю вместе с накидом провязываем лицевой и не снимаем со спицы. Делаем накид от себя. И в эту же петлю еще раз лицевая. Теперь можно снять. Все, продолжаю ряд вязать до конца. И таким образом продолжаем вязать поворотным вязанием, делая прибавку в изнаночном ряду каждые 10 рядов. Давайте посчитаем, сколько у нас петель будет вот здесь на рукавах. Для этого из числа петель по спинке нужно отнять 5. Это число как бы будет у меня вот здесь на планке как бы расположено, но только там будет не вот этот узор, а вот этот узор. Вы в процессе все поймете. Сейчас просто для всех размеров отнимайте 5. И разделить на 2. 75 минус 5 разделить на 2 будет 35. То есть у меня вот здесь будет по 35 петель. Смотрите, я изначально вот здесь набрала 24 петли. Затем 2 раза сделала убавку, тем самым убавив 4 петли. Итого у меня осталось 20 петель. Как я считала ранее, мне нужно, чтобы вот этот основной узор у меня в итоге был 35 петель. Но 35 здесь не получится, здесь получится либо 34, либо 36. Я округлю вниз, то есть возьму 34. То есть из 20 петель мне нужно сделать 34. 34 минус 20, получается 14 петель мне нужно прибавить. За одну прибавку количество петель увеличивается на 2. Соответственно, мне нужно сделать 14 разделить на 2, 7 прибавок. И вот я их сделала. Вот от дорожки видно хорошо. Их 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Каждый 10-й ряд. Итак, смотрите, я сейчас вяжу правую переднюю часть, но я забыла здесь сделать отверстие для пуговицы. Я расплела. У вас это все будет в правильном порядке, в логически правильном порядке. Но какое-то время вы не будете видеть отверстие от пуговицы, пока я его не расплету и не сделаю. Но я расплела и хочу показать вам, как его сделать. Значит, смотрите, я сделала последнюю прибавку. Вот она. И с изнаночной стороны, получается, вот ряд я сделала прибавку, и вот вот первая косичка, то, что я делала прибавку, и вторая косичка у меня на спице. Вот так это выглядит. После этого я начала вязать лицевой ряд, как мы его обычно вяжем, все так же. Вот я дошла до планки и буду делать отверстие. Размер отверстия зависит от того, какой у вас размер пуговицы. То есть вы можете сделать больше или меньше рядов, которые предполагают отверстие, и таким образом регулировать этот размер. Вот я вяжу, будем считать, что у меня сейчас первый ряд лицевой. Я вяжу эту часть по узору, и теперь дохожу до вот этих 11 петель планки. И здесь вяжу только первые 5 петель. Не все, а только первые 5. Лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой, лицевая. Вот так. Остается тут 6 петель на левой спице. Далее ряд номер 2. Разворачиваюсь и вяжу вот эти вот петли, часть петель планки. Значит, первую петлю я снимаю нить перед работой, как изнаночную, дальше лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой. Перекидываю маркер, и оставшуюся часть ряда я вяжу, как мы и до этого ее вязали. Лицевая, изнаночную снять с накидом, ну и так далее. У меня сейчас третий ряд. Лицевой. Я здесь начинаю вязать все как обычно. Да, до маркера все вяжется как обычно и до этого. А после маркера вяжется всего только 5 петель. Лицевая, изнаночную снять нить перед работой, лицевая, изнаночную снять нить перед работой, лицевая. Далее изнаночный ряд. У меня это 4-й. И здесь также, как мы до этого делали, первую петлю снимаю, нить перед работой, лицевая, снять, лицевая, снять. И все, я дошла до маркера, перекидываю маркер, и этот ряд до конца также вяжу, как мы и до этого вязали. То есть эти ряды отличаются от обычных наших рядов только тем, что мы вяжем только первые 5 петель планки. И далее
Эти два ряда нужно повторять. Число этих повторений зависит от того, какой вам нужно размер отверстия. Я провязала всего 5 рядов, то есть лицевой, изнаночный и потом еще раз лицевой. Вы можете провязать больше рядов, если у вас большие пуговицы, но я провяжу всего 5. Я закончила вязать лицевой ряд. Теперь оставляю здесь небольшой хвостик и обрезаю ниточку. У нас на левой спице остались 6 петель, с которыми мы не работали. Сейчас мы к ним вернемся и будем работать именно с ними. Итак, я беру рабочую нить от мотка, присоединяю. Сейчас у меня лицевой ряд, он снова первый, и мы будем работать только с вот этими 6 петлями. Придерживаю кончик и вяжу эти 6 петель по узору. Значит, изнаночную я снимаю нить перед работой, далее лицевую вяжу нить лицевой, изнаночную снять, лицевая, изнаночную снять, лицевая. Вот это был первый ряд. Разворачиваюсь на второй ряд. Тут также буду вязать только первые 6 петель. Значит, первую петлю я снимаю нить перед работой, далее лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой и последняя 6-я лицевая. Разворачиваюсь. Но и так мне нужно провязать всего 5 рядов. Вот я первый, второй провязала. Третий точно так же, как первый. Снять нить перед работой, лицевая, снять, лицевая, снять, лицевая. Так, 4-й изнаночный ряд. Первую петлю снимаю, лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой. И 5-й ряд вяжу точно так же, как и до этого вязали, вот таким образом. Теперь у нас вот здесь вот, как видите, образовывается дырочка. У меня как бы с правой стороны и с левой стороны сейчас одинаковое количество рядов, и там 5. И сейчас мы будем вязать 6-й общий ряд, тем самым как бы закрывая эту дырочку. И вот такого размера у меня здесь будет отверстие. Потом вот этим кончиком, если мне здесь нужно будет, я что-то подправлю, подошью и аккуратненько его уберу. Так, 6-й ряд. Здесь, получается, первую петлю снимаю нить перед работой. Далее вяжем, как мы и до этого, по сути, вязали. Лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой, лицевая. Далее продолжаю вязать петли, которые у меня на левой спице. Снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять. Перекидываю маркер, ну и этот 6-й ряд до конца вяжу так же, как я его всегда вязала. Просто основным узором изнаночную снимаю, лицевую с накидом вяжу лицевой. Ну и после этого мы продолжаем вязать поворотными рядами, как обычно, на желаемую нужную длину. То есть у меня вот сейчас лицевой ряд, я основной узор вяжу как и обычно, и в планке тут ничего не меняется, так же, как мы ее обычно до этого и вязали. Лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой. Единственное, что тут вот эти кончики просто могут немного расплетаться, но вы их подтягиваете, и потом мы их аккуратно уберем, если надо, подошьем, и все будет нормально. И вот так по итогу выглядит отверстие. Отверстие делается только с одной стороны планки, пуговицы. На одной стороне отверстия будут вот на правой, а на левой стороне будут пуговицы. Ну и сейчас я провяжу на желаемую длину. Дальше это видео будет, какая это длина. И с этой частью, с этим отверстием закончено. После того, как я сделала прибавку, я еще какое-то количество рядов вязала просто поворотным вязанием. И если мерить от самого начала, где я набирала петли, до момента, которого я провязала, у меня получается где-то 29-30 сантиметров. У меня такое число получилось, у вас может получиться поменьше, побольше. Вы ориентируетесь на себя, можно эту деталь уже на себя приложить и примерить. Можно еще вот так сделать. Вот я беру, складываю так, как оно в итоге будет. Вот эти две линии вместе совмещаю и вот смотрю, достаточно мне или нет. То есть я вот так сложила и здесь смотрю, сколько у меня сантиметров по итогу получится вот эта пройма. Здесь у меня 20-21 сантиметр получается, нормально, мне достаточно. Если бы было недостаточно, я бы здесь продолжала вязать поворотным вязанием. А со спинки это выглядит вот так.
По итогу у меня сейчас здесь 34 петли основного узора и 11 еще петель планки. Единственное, что я сделаю сейчас еще прибавки по подрезу, по аналогии с тем, как помните, мы вот здесь на спинке в последнем ряду, последние несколько рядов сделали прибавку. Вот здесь сейчас будет прибавка с тем же смыслом. Сейчас у меня идет изнаночный ряд, и я изнаночный ряд начинаю вязать так же, как мы его обычно вяжем. Прибавка здесь будет делаться уже ближе к концу ряда. И я не довязываю 6 петель до конца ряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Или можно ориентироваться по 3 косичкам. 1, 2, 3. Сейчас у меня идет лицевая петля вместе с накидом. И сюда я делаю прибавку так же, как и до этого мы делали. Лицевую с накидом провязываю лицевой, накид и еще раз сюда же лицевая петля. И завершаю вязать этот ряд. Вот так. Теперь нужно провязать еще 2 ряда, 1 лицевой просто по узору и 1 изнаночный. Важно закончить эту часть вязать изнаночным рядом. Итак, после этого изнаночного ряда с прибавками я провязала 1 лицевой ряд и 1 изнаночный. Вот здесь у меня сейчас находится ниточка. У меня всего 36 петель основного узора и 11 петель планки. Теперь вот эту нить я обрезаю, оставляя небольшой кончик. А эти петли нужно снять на бросовую нить, так же, как мы снимали петли спинки. И вот я здесь сняла на бросовую нить, вот так сейчас выглядит деталь. И теперь мы приступаем к вязанию левой части переда. Для этого, для начала, вот эти открытые петли нужно снять с булавки на рабочую спицу. Готово, я пересняла. Разворачиваюсь на лицевую сторону, и сейчас эти петли я на правую спицу сниму. У меня здесь все начинается с лицевой петли, так как и должно быть, потому что мы вязали как бы в этом направлении. Я их просто пересниму, проверю, что я правильно сняла все с булавки, что у меня тут все в порядке. Еще раз пересчитаю петли. И сейчас я буду набирать петли, начиная отсюда, двигаясь в сторону вот этого маркера. Примерно здесь я должна закончить и при этом набрать такое же количество петель, как и в предыдущий раз. Я оставляю небольшой кончик, пересоединяю нить. И также из боковых косичек, вот этих за 2 дольки, вот они, буду набирать. Начинаю набирать. Набираю в первую косичку, во вторую. Вот она, 3-я косичка. 4-ю я здесь пропускаю. Так же, как мы и на правом плече делали. Пропускаю, значит, следующая. Вот, захожу под 2 ее ножки, под 2 дольки этой косички. 1, 2, 3. 4-ю пропускаю. Ну и так продолжаю набирать. Продолжаю набирать петли. 1, 2, 3. И тут я вот как раз пришла к моменту, где у меня стоял маркер. Это значит, что я все сделала правильно. Ну и при этом у меня здесь 24 петли набрано. Вот эти 11 я не считаю, считаю только вот эти петли, которые я именно набирала. Теперь разворачиваюсь на изнаночную сторону. И сейчас мы будем вязать нулевой подготовительный ряд. Он у нас изнаночный. Начинается с того, что мы первую петлю снимаем нить перед работой как кромочная. Далее идет 1 петля лицевая. Следующую петлю снимаем вместе с накидом. Лицевая, снять вместе с накидом. Лицевая, снять вместе с накидом. И продолжаем так вязать. Я продолжаю так вязать. Вяжу вот здесь петлю, которую мы, получается, набирали первой. Ее здесь видно, потому что здесь ниточка. И вот эта последняя петля, она лицевая. Здесь у меня сейчас остается 11 петель планки. Вешаю здесь маркер, который будет так же, как и в случае правого плеча, означать, что у меня меняется узор. Вот эта петля у меня сейчас была лицевая. Если она у вас не лицевая, значит, вы набрали нечетное количество петель. Так, и теперь вяжу, собственно, полую резинку 11 петель. В изнаночном ряду она начинается с того, что мы петлю снимаем, нить перед работой. Значит, петлю снимаю, нить перед работой, следующая лицевая. Петлю снимаю, следующая лицевая. Снять, лицевая. И так вяжу эти петли планки
Так, предпоследняя петля лицевая и последняя петля, снимаю нить перед работой. Вот так вяжется изнаночный ряд. Разворачиваю, сейчас будет лицевой ряд, ряд номер 1. Так мы будем потом вязать лицевые ряды, в которых не будем делать убавки или прибавки. Вяжется на самом деле несложно. Начинается с петель планки, с 11 петель. Первая петля лицевая, следующую снять нить перед работой. Лицевая, снять нить перед работой. Лицевую провязываю лицевой, изнаночную снимаю нить перед работой. И так я вяжу до маркера. Так, снимаю. И эта петля у меня перед маркером лицевая. Снимаю, и вот я пришла к маркеру. Прикидываю маркер, и, значит, у меня сейчас теперь меняется узор. Ну, узор идет, как и до этого мы вязали. Изнаночную петлю снимаю с накидом. Так, здесь у меня была наборная петля. Следующую петлю лицевую с накидом вяжу лицевой. Изнаночную снимаю с накидом, лицевую с накидом вяжу лицевой. И так продолжаю вязать ряд до конца. Подхожу к концу ряда, лицевая с накидом лицевой. Эту петлю снимаю вместе с накидом, и последняя петля кромочная вяжу лицевой. Вот мы провязали лицевой ряд, ряд номер 1. Далее разворачиваюсь, изнаночный ряд. Все изнаночные ряды, в которых у нас не будет там прибавок или убавок, мы будем вязать вот так. Первая петля кромочная, я ее снимаю, нить перед работой. Далее начинается основной узор, лицевая петля вместе с накидом лицевой, изнаночную снять с накидом, лицевая с накидом лицевой, изнаночную снять с накидом. Ну, в общем, все также такой же узор, как мы вязали и до этого. Вообще левое плечо, оно будет вязаться, как легко догадаться, симметрично правому. Мы будем делать такое же количество, мы набираем такое же количество петель, делаем такое же количество убавок-прибавок, вяжем такое же количество рядов. Единственное, что убавки-прибавки будут в другую сторону. Тут у меня идет лицевая с накидом вместе лицевой, и я дохожу до маркера. Перекидываю маркер и начинаю вязать полую резинку. Значит, изнаночную снимаю с накидом, лицевая. Изнаночную снимаю нить перед работой, лицевая. Изнаночную снимаю нить перед работой, лицевая. Так провязываю петли планки, и здесь последняя петля, снимается нить перед работой. И чередуем эти два ряда. Как вы помните, на правом плече мы здесь делали убавки. То есть у меня вот эта убавка была через 6 косичек от начала. Я косички считала здесь по боковой линии, и первую косичку было удобно найти, если потянуть вот этот хвостик. Здесь я себе эту петлю первую отметила, да, самую первую, это еще наборная петля, наборная косичка, вот она образовалась из наборного ряда. Но ее в целом и так легко найти, ее достаточно хорошо видно. И я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, шестая косичка у меня на спицах. Значит, сейчас мне нужно делать здесь убавку симметричную, но в другую сторону. У меня сейчас лицевой ряд, и я начинаю вязать его, как обычно, с полой резинки. Так, полая резинка провязана, перекидываю маркер, и здесь сейчас вяжу всего 3 петли. Изнаночную снимаю с накидом, лицевая с накидом, лицевой, и еще раз изнаночную снимаю с накидом. И я сейчас буду убавлять сразу 2 петли. Видите, тут как бы у меня 2 косички, и под них заходят другие косички. И вот здесь сейчас тоже будет вот эта косичка, и под них будут заходить другие вот эти косички, которые мы будем убавлять. Значит, убавка здесь делается по-другому. Вот эту лицевую петлю вместе с накидом я вот так вот справа налево снимаю вот так. Следующие 2 петли, лицевую с накидом и изнаночную, я провязываю одной лицевой. Вот так вот все подцепляю, так, и провязываю одной лицевой. Теперь вот эту вот петлю с накидом, лицевую петлю с накидом, которую мы снимали, я протягиваю через вот эту провязанную петлю. Вот так вот подцепляю и так вот вывожу, протягиваю. Все, тут поправляю, если надо. Ну и все, мы сделали убавку. Далее первый ряд я продолжаю вязать по узору. Снять с накидом, лицевая, снять с накидом,
лицевая и так далее. Я довязала лицевой ряд, в котором делала убавку до конца, после этого вяжу изнаночный ряд, и вот подхожу к месту, где у меня была убавка, и здесь узор никак не сбит. То есть я вот эту петлю провязала лицевой, вот здесь видна эта убавка, я эту изнаночную снимаю с накидом. Ну и вяжу тут уже как обычно. И после этого ряда нужно провязать еще 2 ряда, один лицевой, один изнаночный, и мы повторим убавку. То есть в первом лицевом ряду мы сделали убавку, далее 2, 3, 4 просто поворотное вязание без каких-либо убавок. Итак, вот я провязала то, что вам говорила, и сейчас снова буду делать убавку. Тут, кстати, хорошо видно, что вот в этой петле сошлись вот эти 2 дорожки, вот она раз лицевая, и вот 2 лицевая у меня тут на спице. И мы снова повторяем ряд с убавкой. Начинаю вязать, как обычно, полую резинку, начиная с лицевой петли. Перекидываю здесь маркер, и после маркера вяжу 3 петли. Изнаночную снять с накидом, лицевую с накидом лицевой и изнаночную снять с накидом. Делаю убавку. Вот эту петлю лицевую вместе с накидом я вот так вот справа налево подцепляю и снимаю на правую спицу. Следующие 2 петли, вот эту лицевую с накидом и изнаночные, я их 2 вместе провяжу лицевой за правую стенку. То есть я вот так подцепляю эти 3 ниточки и провязываю лицевой. Так, чуть подрасправлю. Теперь вот эту петлю лицевую вместе с накидом я набрасываю на только что провязанную. Вот так. Левой спицей подцепляю, правой вывожу. Чуть-чуть подправлю. Все, вяжу этот ряд до конца, как обычно. И вот мы сделали здесь 2 раза убавку, сократили 4 петли. Теперь нужно просто вязать поворотным вязанием лицевой и изнаночный ряд без всяких убавок. Я продолжала вязать поворотными рядами и провязала такое же количество рядов, как и с этой стороны перед прибавками. У меня это было 27 косичек, вот этих боковых, ну или вот этих 27 косичек. 27 у меня на спице, у вас это могло быть какое-то другое число. Сейчас у меня лицевой ряд, я вяжу лицевой ряд обычно, как мы до этого вязали, а прибавку буду делать в изнаночном ряду. Изнаночный ряд я тоже начинаю вязать как обычно и вяжу его, пока у меня не останется 5 петель до вот этого маркера, или 3 косички. Вот раз косичка, 2 косичка, 3 косичка, или же, если посчитать, 1, 2, 3, 4, 5 петель до вот этого маркера. Вот эта петля должна быть лицевая с накидом. И мы делаем в нее прибавку так же, как и до этого. Лицевую с накидом провязываю лицевой, не снимая со спицы, накид от себя. И снова в эту же петлю провязываю лицевую, снимаю. Довязываю ряд до конца, как обычно. Изнаночную снять с накидом, лицевая с накидом лицевой, изнаночную снять с накидом, лицевая с накидом лицевой. Перекидываю маркер, и здесь у меня идет полая резинка. Затем в следующем лицевом ряду все так же вяжется, как обычно, и раппорт узора здесь никак не сбивается. Единственное, как обычно, здесь лицевая будет одна без накида, но мы ее просто провяжем как лицевую. Вот я начинаю вязать, вот дохожу до места, где у меня была прибавка, снимаю с накидом, вот эту петлю одинарную вяжу лицевой, снимаю с накидом. Ну и все, уже здесь лицевая снова с накидом лицевой. Довязываю этот ряд, далее чередую просто лицевые и изнаночные ряды. Ну и прибавки нужно делать так же, как и в случае правой части, каждые 10 рядов. То есть можно ориентироваться на косички, должно быть 5 штук. Вот я сейчас нахожусь в изнаночном ряду, и вот петля, которая разветвляется на 2, и вот я считаю первую петлю, которая из нее выходит. 1, 2, 3, 4, и вот 5-я на спице. Значит, в этом ряду мне сейчас снова нужно будет делать прибавку, потому что я уже 10 рядов провязала. Напомню, чтобы сделать прибавку, мы ее делаем в 3-ю косичку. 1, 2, 3, вот в эту косичку. Или же можно так считать, нужно остановиться за 5 петель до вот этого маркера. 1, 2, 3, 4, 5. Вот здесь мне нужно будет остановиться, то есть сейчас я еще 3 петли провяжу по рисунку. И здесь сделаю прибавку. Лицевую с накидом лицевой, не снимая со спицы, накид от себя. И в эту же петлю лицевую провязываю, снимаю. Ну и все. Продолжаю так вязать.
делая прибавки в нужных рядах. И всего нужно сделать такое же количество прибавок, как и вы делали для правой части. И когда я сделала последнюю убавку, я провязала еще столько же рядов, сколько я вязала вот здесь. То есть я здесь еще где-то рядов 10-12, 12, по-моему, вязала. И здесь также я проверила по косичкам, что все у меня сходится. Как вы помните, здесь мы после того, как довязали, вязали еще 4 ряда, в которых прибавляли 2 петли для подреза. И здесь мы сейчас также будем это делать. Первый ряд лицевой, просто вяжется все петли лицевые, я его уже провязала. И второй ряд изнаночный, в нем мы будем делать как раз таки прибавку. Значит, я вяжу первые 5 петель ряда, как обычно. Кромочную снимаю, у меня изнаночный ряд. Лицевая, снять с накидом, лицевая, снять с накидом. 2, 4, 5, все правильно. 5 петель, третья косичка. В эту косичку я делаю прибавку. Лицевая, не снимая со спицы, накид. И вновь в эту же петлю лицевая. И мы довязываем этот ряд до конца, как мы его обычно вязали по узору, после чего нужно провязать лицевой ряд и еще один изнаночный. Вот так сейчас выглядит изделие, если его сложить. Мы сейчас будем все эти 3 части соединять в одну. И для этого мне нужно на левую спицу, на вот эту, перенести сначала все петли спинки, потом петли вот этой части. Прежде чем переносить, вы вот так вот сложите и проверьте, что у вас ничего не переключилось, у вас как-нибудь неправильно не шли петли. Значит, вот так вот складываем. Мне нужно сюда набирать петли спинки. И я их с бросовой нити вот так вот аккуратненько снимаю. Не забывайте, что у нас здесь лицевые с накидами, и нужно и лицевую, и накид надевать на спицу. Я сняла с бросовой нити в процессе, я вытаскивала и срезала эту бросовую нить. Вот так сейчас выглядят петли. Еще раз сложите, проверьте, что у вас все части правильно лежат. И вот здесь находится начало ряда. Давайте вспомним, какое распределение петель. Значит, у меня по 11 петель это петли планки, которые как бы вот так накладываются друг на друга. По 36 петель у меня на каждой из частей переда, на правый и левый, было 34, но 2 петли я прибавила для подреза. То есть у меня всего 7 петель подреза. Я вот здесь прибавила 2 петли, и со спинки я тоже прибавила 2 петли сразу для подреза. И, соответственно, тут 2, мне останется прибавить еще 3 петли. 75 петель у меня было на спинке всего, и 2 с каждой стороны я прибавила. Сейчас у меня 79 петель. Сейчас мы будем все это с вами соединять в круг и набирать вот эти петли на подрезы, сколько еще не хватает. Я начинаю вязать, как обычно, как мы до этого вязали лицевой ряд правой части, начиная с полой резинки. 11 петель, начиная с лицевой. Лицевая, изнаночную снять нить перед работой. Лицевая, изнаночную снять нить перед работой. Вяжу так эти 11 петель до маркера. Вы можете не ставить маркер, каждый раз отсчитывать, как вам удобно. Мне здесь удобнее поставить маркер. Далее у меня начинается основной узор, я его также вяжу, как обычно. Изнаночную снять с накидом, лицевую с накидом лицевой. И продолжаю так вязать, то есть, как обычно мы вязали этот лицевой ряд, до конца вот этой правой части. Так, уже подхожу к концу. Вот я сделала накид, и у меня остается последняя лицевая кромочная петля. Сейчас с помощью нее я сделаю 3 прибавки. Значит, эту петлю я вяжу лицевой, не снимая со спицы, и делаю накид от себя. Снова эту же петлю я вяжу лицевой, и снова делаю вот так вот накид от себя. Получается, в одну петлю мы провязали 4, тем самым прибавив 3 петли. Теперь вот этот накид пока придерживаю, и сейчас буду соединять со спинкой. Продвигаю сюда петли, здесь аккуратно придерживаю накид, чтобы он пока никуда не бежал. И продолжаю вязать петли спинки. Здесь первая петля лицевая, она была кромочной, но теперь становится обычной петлей. Далее изнаночную снять с накидом, лицевая с накидом лицевой. Здесь чуть-чуть кончик поправлю. И продолжаем так вязать петли спинки. Изнаночную снять с накидом, лицевая с накидом лицевой. Довязываю петли спинки до конца. Здесь изнаночную снимаю с накидом, и остается последняя одна лицевая. И в эту кромочную лицевую петлю я в нее сейчас также прибавлю 3 петли. Ее вяжу лицевой и не снимаю со спицы. Делаю накид от себя
и снова вяжу ее лицевой. Теперь можно снять со спицы и вновь делаю накид от себя. Вот так вот. Накид придерживаю, чтобы он никуда не убежал. И у меня остались петли, получается, в левой части переда. Я их вот сюда подвигаю и просто продолжаю вязать. Здесь первая петля лицевая. Далее все как обычно. Изнаночную снимаем с накидом, лицевую, лицевой. Изнаночную снимаем с накидом и лицевую вяжем лицевой. Продолжаю вязать левую часть, дохожу уже практически до самого конца. Остаются здесь петли только планки, их нужно отсчитать 11, как и было. Я здесь маркер снимала, когда эти петли набросовую нить переснимала, но сейчас я его верну. Вот эту петлю снимаю с накидом, ставлю здесь маркер, и в лицевом ряду полая резинка начинается и заканчивается лицевой петлей. Все верно, здесь идет как раз таки лицевая, снять нить перед работой. Так, довязываю полую резинку до конца ряда, последнюю вяжу лицевой. И вот я соединила все петли в круг. Теперь изнаночный и лицевой ряд будет вязаться одним как бы полотном сразу весь кардиган. Значит, давайте, думаю, вам все понятно, давайте еще раз покажу. Значит, изнаночный ряд, первую кромочную снимаю нить перед работой, лицевая, петлю снять нить перед работой. В общем, вяжу здесь полую резинку, 11 петель, перекидываю маркер и начинаю вязать свой основной узор. Лицевая с накидом лицевой, изнаночную снять с накидом, лицевая с накидом лицевой, изнаночную снять с накидом. Так, вот я подхожу к моменту, где я набирала дополнительные петли на подрез. Вот эту лицевую с накидом я провязала лицевой, следующую петлю я снимаю. Далее у меня идет накид, мне его нужно провязать лицевой, но я вот сейчас так смотрю, если я его провяжу, тут будет как бы как-то не очень, поэтому я его как бы за заднюю стенку провяжу лицевой, такой скрещенный. Вот так подцеплю сзади и вот так провяжу лицевой. Далее снова петлю следующую снимаю с накидом, и вот эту петлю уже ее можно легко провязать лицевой. Вот так. Следующую снова снимаю с накидом. Ну и здесь мы уже выходим на наш обычный узор. У меня здесь идет лицевая с накидом, я ее вяжу лицевой. Изнаночную снимаю, лицевую с накидом лицевой. Я дохожу до второго подреза. Здесь изнаночную снимаю с накидом. Вот у меня лицевая с накидом лицевой идет. Так, здесь чуть-чуть поправляю кончик. Следующую петлю я снимаю с накидом. Вот у меня идет накид, да, я его провяжу не просто лицевой, а лицевой как бы за заднюю часть. Вот так вот сзади подцепляю и провязываю вот так здесь лицевой. Следующую петлю снимаю вместе с накидом. Следующую вяжу уже обычной лицевой. Вот так. Снимаю вот эту петлю с накидом, и вот у меня уже выходит обычный узор. Вот эту лицевую с накидом я вяжу лицевой, далее снять с накидом, лицевая, снять с накидом, лицевая. Продолжаю так вязать. Дохожу здесь уже до конца, до маркера. Перед маркером у меня лицевая с накидом вяжется лицевой, перекидываю маркер, и в изнаночном ряду полая резинка с обеих сторон начинается и заканчивается петлей, которую мы снимаем нить перед работой. Лицевая, снять нить перед работой. Вяжу эти 11 петель, и тем самым мы закончили вязать второй ряд, в котором мы соединяли эти части, делали подрезы и как бы устанавливали рисунок. Теперь мы все время будем чередовать два ряда, лицевой и изнаночный, на желаемую длину. Давайте еще раз покажу, как это делать. Я думаю, что все уже понятно, но еще раз покажу. Значит, лицевой ряд начинается с 11 петель полой резинки, и первая петля здесь идет лицевая. Лицевая, изнаночную снимаю, нить перед работой. Лицевая, изнаночную снимаю, нить перед работой. Продолжаю так вязать. 11-я последняя петля, которая перед маркером, она у меня обязательно лицевая. Перекидываю маркер, и узор начинается с того, что я изнаночную снимаю с накидом. Вот так. Далее лицевую с накидом лицевой, изнаночную снимаю с накидом, лицевую с накидом лицевой. И я вот этот основной узор вяжу до самого конца, да, до следующей планки, где у меня 11 петель остается до конца ряда. Тут уже с подрезами не должно быть никаких проблем. Они у нас легли как бы в рисунок, и
все стоит правильно. Давайте я вам еще раз покажу. Здесь подхожу к подрезу. Так, лицевая с накидом, лицевой. Изнаночную снять с накидом. Вот она, лицевая с накидом, лицевой. Изнаночную снять с накидом. Снова лицевая с накидом, лицевой. Изнаночную снимаю с накидом. Здесь вот тоже лицевая вместе с накидом, лицевой. Ну и все, я уже дальше вышла на обычный узор. Только, может быть, первый, второй ряд сейчас еще будет чуть-чуть сложно вязать, но хотя в целом уже стабилизировалось. Следующий ряд здесь будет уже чуть-чуть легче вязать. И вот я подхожу к концу ряда, вот эту петлю перед маркером я ее снимаю как изнаночную, перекидываю маркер и полая резинка, начиная с лицевой. Ну, тут вот видно идет косичка из лицевых. Лицевую петлю снять нить перед работой. Так, я довязываю эти 11 петель. Последняя петля у меня здесь идет лицевая. Разворачиваюсь на изнаночный ряд. Он также начинается с полой резинки, но полая резинка начинается с того, что мы петлю снимаем нить перед работой. Вот таким образом снимаю, далее лицевая, нить перед работой, снимаю петлю. Вяжу так петли планки до маркера, здесь петлю снимаю, перекидываю маркер. Далее у меня идет основной узор, начиная с лицевой петли. Лицевую с накидом, лицевой, изнаночную снять с накидом. И так продолжаю вязать. Подрез точно так же вяжется, как и основной узор. В этом изнаночном ряду здесь все уже так относительно стабилизировалось. Вот хорошо видна лицевая с накидом, лицевой, снять, лицевая с накидом, лицевой, снять с накидом, лицевая с накидом, лицевой. Ну и так продолжаю этот ряд вязать узором до следующего маркера, который находится уже в конце ряда. И вот я уже довязываю до маркера, и вот эта петля перед маркером у меня это идет лицевая с накидом, которую я провязываю лицевой. Перекидываю маркер, тут вот изнаночная петля, я ее снимаю, нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой. И так довязываю эти петли в изнаночном ряду. У меня полая резинка с обеих сторон начинается и заканчивается тем, что я снимаю петлю, нить перед работой. Все, теперь чередуем эти два ряда самостоятельно на желаемую длину кардигана. Видите, я продолжала вязать, и мне нужно теперь сделать еще одно отверстие для пуговицы. Вот я его сейчас начну делать. Вот если измерить, то где-то через 10,5-11 сантиметров я буду делать отверстие. Можно делать поменьше эти расстояния, побольше, ну где-то 10 нормально. Как мы это будем делать? По сути, так же, как мы делали и это. Отверстие для пуговицы сейчас я вам покажу. Значит, вот у меня вот так выглядит мое вязание. Вот это лицевой ряд. Отверстие мы делаем с правой стороны, то есть как бы оно в конце лицевого ряда. Мы лицевой ряд начинаем вязать все как обычно. Вот эту планку мы будем вязать как обычно, левую. На ней никаких изменений не будет. Просто я сейчас лицевой ряд вяжу полностью, практически до конца, до вот этого маркера. Все изменения, они только в вот этой части планки будут. Поэтому я первый ряд вяжу сейчас до вот этого маркера. И вот я нахожусь в конце лицевого ряда, у меня остается вот эти 11 петель планки. Я делаю отверстие точно так же, как и здесь. У меня 11 петель, я их делю на две части, это 5 и 6. Сначала у меня будет 5, только 5 петель вывязываться, потом остальные 6. Значит, сейчас я вяжу только первые 5 петель этой части. У меня это лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой и лицевая. 5 петель. Теперь, это был первый ряд, я разворачиваюсь и вяжу второй ряд. Второй ряд начинается с вот этих вот 5 петель. Первую снимаю нить перед работой, лицевая, снять, лицевая, снять. Перекидываю маркер и далее изнаночный ряд вяжу точно так же, как мы до этого его и вязали. Все точно так же. Сначала идет основной узор, после чего идет в конце планка. В той планке мы вяжем 11 петель, так как там мы не делаем никаких отверстий. И далее, по сути, эти два ряда, лицевой и изнаночный, мы повторяем. Эти ряды отличаются от обычных наших лицевых и изнаночных тем, что мы вот лицевой ряд заканчиваем
вот в этом месте. То есть мы вот эти 6 петель не провязываем. Ну и в изнаночном, соответственно, начинаем вот отсюда вязать. Я вот провязала лицевой первый вместе с вами, второй изнаночный. Сейчас у меня третий лицевой. Я его снова довязала до вот этого момента. И здесь все точно то же самое. Перекидываю этот маркер и вяжу 5 петель. Лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой и лицевая. Вот я довязала третий ряд, разворачиваюсь на четвертый ряд, ну и вяжу его точно так же. Вот эту первую петлю я снимаю нить перед работой, так, лицевая, снять, лицевая, снять. Перекидываю маркер и четвертый ряд вяжу, как обычно, до конца. И я буду вязать такое же количество рядов, как в случае первого отверстия. У меня это 5 рядов. То есть вот я сейчас четвертый довязываю до конца, после чего вяжу пятый лицевой. Если вы вяжете большее количество рядов, ну или меньшее, то тоже нужно вязать нечетное количество рядов. То есть лицевой, изнаночный и последний лицевой. И сейчас у меня пятый ряд. Я его вяжу как обычно, начинаю вязать все как обычно, и в конце здесь планки вяжу, как и до этого мы вязали, всего лишь 5 петель. Тут начинается лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой, лицевая. Вот мы провязали 5 рядов, и здесь сейчас я нить обрезаю. Оставляю кончик, чтобы потом, если нужно что-то подшить, и обрезаю. Теперь нам осталось связать вот эту часть и вернуться к нашему обычному вязанию. Я нахожусь в лицевом ряду, и сейчас вот здесь буду присоединять нить. И вот эти петли, 6 штучек у меня, я вяжу по узору, как обычно мы вяжем. Ну, здесь у меня первая петля снять, да, нить перед работой. Ну, давайте я ее сниму, нить перед работой. Далее лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой, лицевая. Это у нас сейчас был первый ряд вот этой вот штучки. Разворачиваюсь, вяжу второй. Вяжу тоже просто по узору полой резинки. Если у меня изнаночная, я ее снимаю нить перед работой. Если у меня лицевая, я ее вяжу лицевой. Снять, лицевая, снять, лицевая. Это был у меня, получается, второй ряд. Ну, мне также нужно провязать 5 рядов, как я в этой части вязала. Довязываю уже 5-й ряд. Вот у меня как раз эти две части, видно, что они встали на одном уровне. Разворачиваюсь, 6-й ряд. Сейчас я буду соединять эти части. Мы их разъединяли, нужно нам их соединить. И этот 6-й ряд я буду просто вязать, как мы обычно вяжем изнаночные ряды. То есть здесь все 11 петель я вяжу все вместе. Снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой, лицевая. И продолжаю вязать вот эти петли. Здесь сейчас кончик придержу немножко. Снять нить перед работой. Вот эту лицевую можно прям так потуже провязать, чтобы оно чуть-чуть получше зафиксировалось. Но только один раз ее потуже. Дальше продолжаю. Снять нить перед работой, лицевая, снять. Все, перекидываю маркер и далее ряд до конца изнаночный вяжу, как обычно мы все это вяжем. Я довязала изнаночный ряд, вяжу лицевой, я здесь подхожу к концу, и здесь мы уже все вяжем как обычно. Дальше просто обычными рядами продолжаем вязать. То есть здесь ничего не изменилось, только, может быть, первый раз здесь будет немного петли убегать, но вы просто попридержите кончики. Просто я вяжу полую резинку, лицевая, снять, лицевая, снять, лицевая, снять. Ну и так далее. Последняя здесь лицевая. Вот у нас получилось отверстие. Оно точно такое же, как и здесь. И все следующие отверстия для пуговиц я буду делать точно так же. После того, как я сделала отверстие второе, я также вязала. И когда делать третье отверстие? Значит, первое мы с вами делали, когда вязали еще поворотным вязанием, получается, правую часть. Второе, вот только что был кусочек видео, где мы его делали, да, тут просто в сантиметрах отступали и все. Третье уже нужно смотреть, сколько вот здесь вот петель между этими двумя отверстиями. Как я это буду смотреть? Вот смотрите, вот здесь, где мы нить присоединяли, если я дергаю, то у меня дергается вот эта вот петелька.
вот она. И я считаю косички. Вот это будет первое. 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. И вот здесь, ну, также я продолжаю считать. И считаю до вот этой косички. То есть вот косичка, я за нее вот так могу прям протянуть. И вот эта нить, которую мы присоединяли, она потянется. Вот это у меня 24-я косичка, а вот это как бы снова первая. Ну или 25-я, смотря как считать. Ну, значит, я 24 как бы косички у меня между вот этими двумя отверстиями. И теперь вот от этой косички, да, которая первая вот здесь, которая дергается и тянется, я точно так же отсчитываю 24. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. Ну, у вас там может быть не 24, а какое-то другое число. Считаю, 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 и вот 24-я петля лицевая, она у меня будет вот здесь стоять на петле. Ну, я уже отсчитала. И, значит, следующий 25-й ряд, он как бы должен быть с отверстием. Я продолжала вязать туловище, и если мерить от подреза, то я провязала примерно 28 сантиметров. Вы можете провязать больше или меньше, как вам угодно. И также вот у меня третье отверстие для пуговицы. Я здесь провязала буквально на сантиметра 2, да, после него. Теперь я буду переходить к резинке, и резинку я буду вязать еще примерно 10 сантиметров. Итак, я сейчас нахожусь в лицевом ряду и вяжу планку, как обычно, первые 11 петель. Прикидываю маркер и вяжу 3 петли резинкой. Здесь уже не будет никаких накидов, я просто буду вязать резинкой. Изнаночную вяжу изнаночную, лицевой вяжу, лицевую с накидом вяжу лицевой, изнаночную вяжу изнаночной. Провязала 3 петли, теперь я буду делать прибавку. Вот в эту вот петлю лицевую с накидом я ее провязываю лицевой и не снимаю со спицы. Делаю накид от себя и снова в эту же петлю лицевую с накидом я провязываю лицевой. Теперь снимаю со спицы. Вот так мы будем делать прибавку, точно так же, как и до этого. После этого я вяжу 5 петель по рисунку, начиная с изнаночной. Резинка 1 на 1 изнаночная, лицевая с накидом лицевой, изнаночная, лицевая с накидом одной лицевой и изнаночная изнаночной. И так я буду повторять. Буду делать прибавку, вязать 5 петель резинкой. В лицевую прибавку 5 петель резинкой. Давайте еще раз покажу. Вот у меня лицевая с накидом. Я ее вяжу лицевой, не снимаю со спицы. Делаю накид от себя и снова вяжу лицевой. Теперь вяжу просто 5 петель, начиная с изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И снова прибавка. Лицевая, накид и в эту же петлю снова лицевая. И так я продолжаю вязать. Я довязываю ряд до конца, делаю тут прибавку. И у меня до маркера остается всего 3 петли, но я их просто вяжу резинкой. Изнаночная, лицевая, изнаночная. Перекидываю маркер и вяжу полую резинку, как обычно. Таким образом мы провязали ряд с прибавками, и в дальнейшем мы будем вязать там, где у нас был основной узор, основные петли, просто резинку 1 на 1. Полая резинка также остается. Вот у меня сейчас изнаночный ряд, я его начинаю вязать с полой резинки, первую петлю снимаю, нить перед работой, лицевая, снять, перекидываю маркер, и в изнаночном ряду основной узор начинается с лицевой, то есть я вяжу лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Вот эти петли, которые мы прибавили, они никак не сбили раппорт, мы их также продолжаем вязать, лицевая, изнаночная и так далее. То есть вот это была изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Тут видно, что узор не сбивается. Вот они у меня идут лицевые, и эту тоже я вяжу лицевой. И так продолжаю вязать этот ряд. Я заканчиваю вязать резинку 1 на 1 в изнаночном ряду, и тут вот последняя петля, она лицевая перед вот этим маркером. Перекидываю маркер и, как обычно, вяжу планку. Лицевой ряд, так же, как обычно, начинаю вязать с планки, перекидываю маркер, и тут резинка начинается с изнаночной петли. Изнаночная, лицевая и так далее. Ну и заканчиваться она здесь будет так же, как и начиналась, с изнаночной петли. Есть момент, который важно учитывать при вязании
планки и резинки 1 на 1. У этих узоров разная плотность в рядах. То есть у меня получилось, что примерно 46 рядов планки, это 10 сантиметров, а для резинки 1 на 1, вот на спицах, на которых я вяжу, примерно 30 рядов в 10 сантиметрах. И, соответственно, если я провяжу одинаковое количество рядов, то с одной стороны будет стянуто, а с другой, наоборот, как бы растянуто. Для этого я буду вязать укороченные ряды в планке, и я буду делать примерно так, что на каждые 6 рядов резинки 1 на 1 будет приходиться 8 рядов планки. То есть я буду вязать 2 ряда планки дополнительных и потом 6 рядов вместе. Снова 2 ряда планки дополнительных, 6 рядов вместе. И такие 2 дополнительных ряда укороченных я буду вязать как в начале, так и в конце, с обеих сторон, где у меня идет планка. Давайте считать, что у меня сейчас первый ряд лицевой. Я начинаю вязать планку, она у меня начинает, как обычно, идти с лицевой петли, и я здесь вяжу просто как обычно планку. Дохожу до маркера и разворачиваюсь, чтобы провязать укороченный ряд. Укороченные ряды я буду вязать немецким способом. Снимаю петлю, для этого ниточку вот так вот перед работой, и слева направо ввожу правую петлю в спицу, вот так, слева направо. Снимаю и нить на себя затягиваю, у меня петля вот так скручивается. Теперь я вяжу этот ряд маленький до конца, укороченный, как обычно. Здесь идет лицевая, снять с накидом. Снять просто нить перед работой. Вяжу. Это изнаночный ряд, здесь последняя петля снимается. И вот я провязала 2 дополнительных ряда с этой стороны планки. Теперь буду вязать один полностью ряд, но мне вот здесь вот этот момент нужно правильно провязать. Снова вяжу планку, как обычно, и я вот подхожу к этой петле, которую мы снимали и скручивали. Она как раз вот перед маркером. Выглядит как 2 петли, но это одна петля, которую мне нужно провязать лицевой за 2 ее задние части. Вот так я ввожу спицу, вот здесь такие 2 ниточки. Подхватываю и провязываю одной лицевой. Вот так, поправляю. Вот мы провязали, перекидываю маркер и вяжу этот ряд, как обычно, до конца резинка. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Я довязала этот лицевой ряд до конца, планку тоже провязала. Разворачиваюсь. И здесь сейчас я также провяжу укороченные ряды. Это у меня сейчас изнаночный ряд, и я также начинаю вязать планку, как обычно. Здесь первую петлю снимаю, лицевая. И так я вяжу до маркера. Вот последнюю петлю здесь сняла. Маркер здесь я сейчас сниму, потому что мне не будет удобно разворачиваться вот в этой вот петле, которую мы просто снимаем. Поэтому я сейчас еще одну лицевую петлю провяжу. Теперь разворачиваюсь назад на лицевой ряд. И вот эту первую петлю, которая здесь изнаночная, я буду снимать. Снимать я ее буду немного по-другому, не так, как в начале. Я нить вывожу перед работой и петлю ввожу справа налево. Вот так. Там мы вводили слева направо, здесь справа налево. Вот так снимаю и назад немного затягиваю, чтобы она затянулась. И здесь можно вернуть маркер. Вяжу планку, как обычно, до конца ряда. И тем самым мы из вот этой стороны, с левой, где у нас идут отверстия, также провязали 2 дополнительных ряда. Так, теперь у меня второй полноценный ряд изнаночный. Я его начинаю вязать, как обычно, с планки. Петлю снимаю, и вот у меня маркер. Здесь у меня после маркера идет такая скрученная петля. Это та петля, в которой мы разворачивались. И ее я провяжу как лицевую за 2 части. Это одна петля. Вот здесь за 2 части я ее подхватываю. Вот они, за передние. И провязываю лицевой. Вот так. И вяжу ряд, как обычно. Изнаночная, лицевая. Изнаночная, лицевая. И такие дополнительные ряды я буду делать
каждые 4 ряда. То есть вот первый ряд, в котором было плюс 2 дополнительных ряда с каждой стороны, я провязала вместе с вами. Далее второй вот этот ряд вяжу как обычно до конца, третий ряд как обычно, четвертый ряд как обычно. Далее снова делаю такие укороченные ряды. Можно делать каждые 4 ряда, можно делать каждые 6 рядов. Тут вы можете попробовать и так, и посмотреть, как в вашем случае получается лучше. Можно через раз делать то каждые 4 ряда, то каждые 6 рядов. Это зависит от того, какая у вас плотность вязания этих двух узоров. Я так прикинула, что где-то каждые 4-6 рядов по моей плотности будет нормальным. Если вы в этих 5 рядах будете делать укороченные ряды, то учитывайте, что 5 рядов отверстия, ну в моем случае 5 рядов, это ряды не основного узора, не резинки 1 на 1, а именно ряды планки. То есть когда вы вяжете укороченный ряд, его нужно тоже считать. После того, как я сделала последнее отверстие для пуговицы, я провязала еще примерно сантиметр. И сейчас у меня лицевой ряд. Я буду переходить к закрытию петель. Прежде чем закрыть петли, закрывать я буду фабричным способом, так же, как и на рукавах, мне нужно провязать 2 дополнительных ряда. Я взяла спицы немного поменьше, можно остаться на тех же, можно взять немного поменьше, там где-то на полразмера. И мне нужно 2 ряда провязать полной резинкой, полностью полой резинкой. То есть я начинаю вязать, как обычно, полую резинку, лицевая снять, лицевая снять. Вяжу тогда маркером. Маркер здесь можно снять, и я продолжаю вязать полую резинку. Если у меня изнаночная, то я ее снимаю, нить перед работой, лицевую вяжу лицевой. Снять нить перед работой, лицевая, снять нить перед работой, лицевая. И так вяжу ряд до конца. Довязываю ряд до маркера, также полой резинкой эту петлю снимаю. Маркер также можно снять, он больше не нужен, и продолжаю вязать полой резинкой ряд до конца. И далее изнаночный ряд я также вяжу полой резинкой весь полностью. Первую петлю снимаю, нить перед работой, далее продолжаю вязать лицевая, снять нить перед работой. И там, где у нас шла резинка 1 на 1, основной узор, я также просто продолжаю вязать. Вот я здесь снимаю, лицевая. Если изнаночная, то я ее снимаю, нить перед работой, лицевую вяжу лицевой, изнаночную снимаю, лицевую вяжу лицевой, и так вяжу ряд до самого его конца. Довязала ряд, и теперь мы переходим непосредственно к закрытию. Нужно отрезать нить примерно в 3-4 раза длиннее, чем то расстояние, которое мы будем закрывать. То есть вот это вот все. То есть нить здесь достаточно длинная будет. Я уже это сделала и вдела нить в иглу. Первое время будет не очень удобно это все делать, потому что нить слишком длинная, но вы можете сначала отрезать поменьше, потом, правда, надо будет тогда присоединять нить, заправлять кончики, но можно сделать и так. Обратите внимание, что все петли у меня стоят правой стенкой вперед, как бы обычным классическим способом. Вот в эту первую петлю я ввожу иголку справа налево, вот так. И вытягиваю нить. Теперь мне нужно ввести иглу в изнаночную петлю слева направо, но для этого мне нужно сначала вот здесь, как бы между петлями пролезть иголку, окей? Вывести немного, и вот теперь я слева направо вот так, вот таким образом ввожу иглу в эту петлю. Она у меня стоит правой стенкой вперед. Так. Вот так ввожу и нить протягиваю. Вот так. Слишком сильно затягивать не нужно. И теперь я буду каждый раз повторять одни и те же действия. Значит, сначала соединяем первые 2 лицевые петли, вот эту и вот эту. В первую петлю я ввожу иголку слева направо, вот так, слева направо в лицевую, и ее сразу можно снять. И чуть-чуть можно подтянуть. Далее во вторую лицевую, вот она, не вот в эту, а вот в лицевую, я ввожу справа налево, вот так. И теперь протягиваю ниточку.
Таким образом я соединила 2 лицевые петли. Теперь соединяю 2 изнаночные. Вот эту изнаночную, которая у меня первая на спице стоит, потом лицевая, и вот эту изнаночную. Значит, в первую петлю, в изнаночную, я ввожу справа налево иглу. Вот так, сзади наперед, как бы справа налево. Вот так. И ее можно снять. Теперь нужно в следующую изнаночную ввести слева направо. Для этого между вот этими петлями лицевой и изнаночной я вот так иголкой пролазию. И теперь ввожу слева направо. Вот сюда. Вот эта петля. Вот сюда ввожу. Вот так. Как бы назад. Спереди назад. И протягиваю нить. Теперь я эти действия повторяю. То есть соединяю то лицевые, то изнаночные. То лицевые, то изнаночные. Алгоритм здесь достаточно несложный. Сейчас я еще раз покажу. Значит, соединяю лицевую. Слева направо ввожу в лицевую и снимаю. Далее справа налево ввожу следующую лицевую. Вот так. И теперь протягиваю. Соединяю изнаночные. Справа налево ввожу в первую изнаночную. Вот она. Справа налево. Вот так ввожу и снимаю. В следующую изнаночную ввожу слева направо, но мне нужно как бы подлезть. Вот так я здесь иголкой между 2 петелек вывожу. И теперь в эту изнаночную ввожу слева направо. Вот сюда, слева направо. И подтягиваю ниточку. И повторяю эти шаги. Давайте еще раз покажу чуть-чуть быстрее. В лицевую слева направо, в следующую лицевую справа налево. И протянуть. Далее в изнаночную справа налево. Снимаю ее со спицы. В следующую изнаночную подлазию иголкой и ввожу слева направо. Так, слева направо. И снова протягиваю нить. И таким образом продолжаю закрывать петли до самого конца. Я уже дохожу до конца, у меня остается здесь 3 петли, лицевая, изнаночная, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. С лицевыми я поступаю как обычно, слева снимаю, справа протягиваю. И вот остается 2 петли. Значит, вот эту петлю я ввожу ниточку вот так, справа, снимаю и протягиваю. А вот в эту последнюю лицевую я ввожу вот так вот слева направо и тоже снимаю, спицу убираю. Тут аккуратненько нить протягиваю. И на изнаночной стороне можно сразу заправить кончик в вот эту вот планку. Вот так выглядит закрытие петель. Я пока остановилась с вязанием полотна вниз, хочу связать рукава, а потом продолжу вязать изделия. Вы можете сделать так же, если хотите. Как будет вязаться рукав? Я вот один уже связала, мы наберем петли вдоль проймы и будем вязать рисунок по кругу, делая убавки. Вот таким образом будут выглядеть убавки. Затем в конце перейдем на резинку 1 на 1 и свяжем манжет. Так, давайте наберем петли. Спицы у меня такие же, как для основного полотна, но леска поменьше, так, чтобы было удобно. Я беру нитку от мотка, нахожу примерно середину подреза. Ну, вот у меня вот эта вот петля. Прямо вот в эту вот косичку вхожу, придерживаю здесь нить, подхватываю и вывожу. Дальше я набираю петли как бы вдоль подреза. Дальше вхожу вот в эту вот петельку, которая у меня как бы как изнаночная вот здесь. Так, далее в эту косичку. Далее вот сюда в косичку. И я как бы такой плоский участок, точнее не плоский, а горизонтальный участок я как бы закончила набирать. Здесь еще в конце потом буду набирать. Далее у меня идет как бы такой вертикальный участок, где у меня вот такие вот косички. Мы примерно из таких же косичек набирали петли для плеч, и мы сейчас также будем набирать петли вот в эти косички, вот за 2 дольки. Вот косичка, следующая косичка и так далее. Но здесь темп набирания будет такой: в 2 косички набираем, 3 пропускаем, 2 набираем, 3 пропускаем. Давайте сделаем это вместе. Вот я нахожу первую косичку, за 2 дольки завожу спицу, набираю. Следующая косичка, вот, за 2 дольки набираю. Следующая косичка, вот, я ее пропускаю. Дальше следующая косичка, набираю. Снова вот, набираю.
вот эту пропускаю и продолжаю таким образом набирать петли. Я так продолжаю набирать и подхожу к моменту, где мы набирали петли, но здесь на самом деле все точно так же, потому что у нас здесь вот эта краевая косичка, она как бы так и продолжается. Я, правда, вот здесь 2 петли набрала, вот здесь третью у меня как бы прям вот здесь в стыке, я ее пропускать не буду, тоже здесь наберу и вот здесь наберу как бы несколько петелек подряд. Дальше у меня здесь точно так же идет косичка, и ну, я вот здесь петельку пропущу и продолжу набирать в том же темпе. Раз косичка набираю, 2 косичка набираю, третью вот эту пропускаю и так далее. Я заканчиваю тут набирать петли, уже как бы здесь весь вертикальный участок я набрала, и здесь у меня остался как бы такой горизонтальный у подреза. И здесь я просто как бы из вот этих косичек, из каждой петли по одной набираю. То есть вот здесь у меня примерно изнаночная косичка, я из нее вот тут как-то наберу. Так. Далее вот здесь из лицевой наберу. И вот здесь из изнаночной. Вот так. Число петель, которые вы набрали, оно обязательно должно быть четным. У меня на первом рукаве получилось 62, и на этом ну, тоже должно быть 62. Если я сейчас буду провязывать и пойму, что у меня получилось чуть больше или чуть меньше, то я просто где-то сокращу петлю во время провязывания. Я ставлю маркер начала ряда. И сейчас мы будем с вами вязать первый ряд. Он вяжется так же, как при поворотном вязании мы вяжем этот узор. Первую петлю я здесь придерживаю. Так. Придерживаю здесь кончик, и у меня начинается с лицевой петли. Вот у меня как раз лицевая дорожка идет от подреза, да, но она как бы сейчас в другую сторону, но неважно. Начинать буду с лицевой. Вяжу лицевую. Следующую петлю снимаю вместе с накидом. Вот так. Снова лицевая. Петлю снять с накидом. Лицевая. Снять с накидом. Лицевая. Снять с накидом. И продолжаю таким образом вязать этот ряд до конца. При необходимости вы можете где-то сократить петлю, да, чтобы число было четным. Просто когда провязываете лицевую, провяжите какие-нибудь 2 лицевые вот так просто вместе, и все. Только лучше это делать где-нибудь вот ближе к подрезу, вот здесь или вот здесь. Вот я довязываю ряд до конца. Поскольку количество петель должно быть четным, то вот эта последняя петля, ее нужно снять с накидом. Лицевая снять с накидом. И вот тут первая была лицевая, которую мы провязывали. Прибрасываю маркер, и следующий ряд вяжется следующим образом. Лицевую петлю я буду снимать вместе с накидом. Вот так. Вместе с накидом лицевую снимаю. А изнаночную вместе с накидом я буду провязывать. Вот у меня изнаночная с накидом, нить перед работой, я ее провязываю. То есть здесь как бы наоборот тому, как мы обычно вязали при поворотном вязании сейчас будет. Лицевую снимаю с накидом, изнаночную с накидом провязываю. Лицевую снимаю с накидом, изнаночную вместе с накидом провязываю. Снимаю. Изнаночную провязываю. И так продолжаю вязать ряд по кругу. Я уже подхожу к концу, изнаночную снимаю, лицевую снимаю вместе с накидом, и изнаночную вместе с накидом провязываю изнаночной. И у меня закончился ряд. Перекидываю маркер. Давайте сейчас обнулим подсчет и будем считать этот ряд первым, потому что так будет удобнее по раппорту. В первом ряду раппорт такой же, как мы обычно вязали при поворотном вязании. У меня идет лицевая вместе с накидом, я ее провязываю лицевой. Изнаночная снимаю с накидом. Лицевую с накидом лицевой, изнаночную снять. Лицевая с накидом лицевой, изнаночную снять. И так вяжу ряд до конца. Довязываю ряд до конца, лицевую с накидом провязываю лицевой, изнаночную снимаю с накидом. Перекидываю маркер, и у меня ряд на этом закончился первый. Теперь вяжу второй ряд. Во втором ряду все наоборот. Мы лицевые снимаем с накидом, а изнаночные провязываем. Смотрите, вот здесь была последняя петля изнаночная с накидом, и вот это тоже с накидом. Тут не пугайтесь, так и должно быть. Вот я лицевую снимаю с накидом, изнаночную с накидом следующую провязываю. Лицевую снимаю с накидом, изнаночную с накидом провязываю. Снимаю, провязываю.
И таким образом вяжу ряд до конца. Логика провязывания в этих двух рядах, она одинаковая. Если петля без накида, вот как здесь, например, лицевая, то я ее снимаю с накидом. А если петля уже с накидом, то мне ее нужно провязать. И я смотрю, как провязать на ряд ниже. Вот здесь вижу, что у меня палочка изнаночная, значит, я и эту вяжу изнаночной. Ну или так, если у меня вот лицевую снимаю с накидом, да, вот здесь лицевая одинарная, я ее снимаю с накидом, значит, следующая должна быть изнаночная. И я ее провязываю. А в следующем ряду все наоборот. У меня с накидом будут стоять лицевые, соответственно, я их буду провязывать, а без накида будут изнаночные, и я их буду, соответственно, снимать. И я довязываю этот ряд, лицевую петлю снимаю с накидом, изнаночную вместе с накидом провязываю. Перекидываю маркер. И далее мы эти два ряда просто повторяем, как вы уже наверняка поняли. Значит, первый ряд лицевую с накидом провязываю лицевой, изнаночную снимаю и так далее. Во втором ряду наоборот, лицевую снимаю вместе с накидом, а изнаночную провязываю. И так продолжаю повторять эти два ряда. Я провязала 30 рядов. Ряды я считаю по косичкам. Одна косичка, как вы помните, это два ряда. Вот здесь я маркером отметила ту самую первую петлю, которую я поднимала. И вот считаю эти косички. 1, 2, 3, 4 и так далее. 15-я косичка у меня на спице. И важно, чтобы вот сейчас будет ряд, в котором лицевые стоят вместе с накидами, и мы их будем провязывать. Сейчас я буду вязать ряд с убавкой. Смотрите, где у меня стоит маркер начала ряда. Если вот так посмотреть, то у меня здесь вот подрез, вот эти как бы две косички вот так уходят, а тут вот так идут 3 косички. И вот у меня перед первой вот этой косичкой стоит маркер. Если у вас нечетное количество косичек, то также вот разделите по центру и здесь поставьте маркер. Если четное, то поставьте как бы ровно по центру, но так, чтобы ряд начинался с лицевой петли. И если у вас четное количество косичек, то первые 2 петли, вот я сейчас буду первые 2 петли просто провязывать, вы их не провязываете, а сразу начинаете делать убавку. Убавки по итогу будут выглядеть вот так, то есть вот у меня нечетное количество вот здесь петель в подрезе, точнее нечетное количество косичек, 1, 2, 3. Вот у меня центральная косичка, под которую ничего не убавляется, а вот 2 боковые от нее косички, под которые как раз и будут идти вот таким образом убавки. Если у вас четное количество косичек, то у вас как бы сделайте так, чтобы у вас вот этой центральной косички не было, чтобы у вас убавки были близко друг к другу. Вот у меня новый ряд, и я сейчас буду вязать ряд с убавками. Лицевая у меня здесь идет с накидом, и я ее буду провязывать лицевой. Вяжу 2 петли, как и до этого. Лицевая, изнаночную снимаю нить перед работой. Теперь делаю убавку. Убавка в начале ряда будет делаться так. Вот эта лицевая петля с накидом, я ее вот так просто снимаю, переодеваю на правую спицу. Далее следующие 2 петли, вот эту лицевую с накидом и изнаночную, я вяжу вместе одной лицевой. Вот так поддеваю и провязываю. Теперь вот эту петлю лицевую с накидом, которую мы снимали, набрасываю на вот эту только что провязанную. Вот так. Ну и поправляю. Вот мы сделали убавку и убавили сразу 2 петли. Продолжаю вязать ряд по рисунку. Изнаночную снимаю с накидом, лицевая с накидом, лицевой. Снять, лицевая с накидом, лицевой. И так вяжу, пока у меня не останется 4 петли до конца ряда. У меня остается 4 петли до конца ряда. Это лицевая с накидом, изнаночная, лицевая с накидом и изнаночная. И сейчас здесь я буду делать также убавку, но убавка будет идти у меня в другую сторону. Делать я ее буду так. Вот эту лицевую петлю с накидом я вот так снимаю, разворачиваю. Далее следующую изнаночную, одну, я вяжу лицевой. Теперь вот эту петлю лицевую с накидом я продеваю через изнаночную, накидываю на нее вот так. Вот так. Вот эту петлю я возвращаю на левую спицу. И вот эту лицевую петлю с накидом я накидываю на вот эту вот петлю, только что провязанную. И вот мы сделали убавку так, что у меня левая петля, вот у меня правая и левая петля, и здесь у меня левая петля вышла вперед. Здесь, если мы посмотрим, в начале ряда тоже была левая и правая косичка, и тут правая косичка вышла вперед. Так, вот эту петлю я просто переодеваю теперь на
правую спицу, ну и довязываю ряд до конца. Здесь остается одна петля, я ее просто снимаю изнаночную с накидом. Перекидываю маркер и далее продолжаю вязать по узору, как обычно. Здесь узор не сбился, единственное, что вот здесь, где мы делали убавки, может быть немного как бы свободно слишком или наоборот затянуто. Лицевую я снимаю вместе с накидом, изнаночную изнаночной. Вот эту петлю, вот мы под нее убавки делали, лицевую снимаю с накидом, изнаночную вяжу изнаночной. И продолжаю так вязать ряд. Ну и в конце ряда у нас также узор не сбился. Вот я изнаночную провязываю лицевой. Вот эту петля, под которую мы убирали, она лицевая, я ее снимаю вместе с накидом. Изнаночная, перекидываю маркер. Ну и все, просто продолжаю вязать по узору, лицевая, изнаночную снять с накидом, лицевая с накидом, лицевой и так далее. И убавку я буду делать через каждые 16 косичек, то есть в каждом 32-м ряду, потому что одна косичка — это 2 ряда. Как посчитать, чтобы не запутаться? Вот здесь видно, как две вот эти косички-дорожки сошлись в одну. И вот эта вот петля, это был первый ряд, в котором мы делали убавку. Тот ряд, в котором мы как раз делали убавку, ряд номер 1. И вот я считаю косички. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и так далее. И 16-я, вот это 15-я и 16-я, это лицевая с накидом, она у меня стоит на спицах. Важно, еще раз обращу ваше внимание, что это ряд, в котором у нас лицевая с накидом будет провязываться лицевой. Ну и здесь, соответственно, тоже вот видно, это первая петля, и если я вот так считать буду, то вот здесь лицевая с накидом должна быть. И вот у меня снова эти 32 ряда как бы провязаны, да, и 16 косичек. И я сейчас буду делать снова ряд с убавкой. Давайте еще раз покажу. Значит, если у вас четное количество косичек, то вы первые 2 петли не вяжете, а сразу начинаете делать убавку. Если, как у меня вот здесь нечетное, то вяжу 2 петли, лицевую с накидом лицевой, изнаночную снимаю. Далее делаю убавку. Вот эти 2 косички я убавлю в одну так, чтобы правая была сверху, вот как здесь. Для этого я вот эту лицевую петлю вместе с накидом снимаю, переодевая вот так на правую спицу. Далее вот эту лицевую с накидом и изнаночную вяжу вместе одной лицевой. Вот так. Поправляю немножко. И теперь вот эту лицевую с накидом я ее накидываю на вот эту петлю, которую я только что провязала. Вот так левой спицей подхватываю и накидываю. Ну и немножко поправляю. Вот так мы сделали убавку, так что правая косичка из этих 2 пошла сверху. Продолжаю вязать ряд, как обычно мы вяжем этот узор. Изнаночную снимаю с накидом, лицевую с накидом вяжу лицевой. Снять, лицевая с накидом лицевой. И вяжу так, пока у меня не останется 4 петли до конца ряда. Вот у меня остается 4 петли до конца ряда. Вот здесь мы делали тоже 2 петли. 2 косички было, и тут левая пошла сверху. И точно так же мы сейчас сделаем с вот этими 2 косичками. Сделаем убавку так, что правая будет снизу, а вот эта левая будет сверху. Для этого, смотрите, я вот эту петлю лицевую с накидом снимаю. Следующую за ней вот эту изнаночную провязываю лицевой. И вот эту вот петлю на нее накидываю. Вот так. Теперь вот эту петлю я ставлю на левую спицу. И на нее теперь накидываю вот эту петлю, которая у меня лицевая здесь с накидом идет. Вот так. И вот эту петлю, мы ее уже провязывали, возвращаю на правую спицу. И довязываю ряд, здесь остается одна петля изнаночная, я ее снимаю с накидом. Перекидываю маркер и далее вновь вяжу просто по схеме узора. Сейчас у меня идет ряд, в котором лицевые снимаются, изнаночные с накидом провязываются. Лицевую снимаю, изнаночную с накидом провязываю. Ну и так далее. Я снова вяжу так, чтобы у меня было 16 косичек, я по косичкам считаю, и снова делаю убавку. И так повторяю. Я продолжала вязать рукав, и всего я сделала убавки 5 раз. Здесь убавки хорошо видно. Вот они, 1, 2, 3, 4, и вот здесь вот 5. За один раз убавляется 4 петли, то есть всего я убавила 5 умножить на 4, получается 20 петель. У меня было 62 петли, 62, отнимаю 20, получается 42 петли. Именно столько у меня сейчас находится на спицах. Если мерить от самого начала, я вот здесь маркер повесила от места, где набирала,
до места, где я сейчас нахожусь, у меня получилось 39 сантиметров. Вот я сделала последнюю убавку, и, допустим, убавку я делала в первом ряду, потом я еще провязала второй, третий, четвертый. То есть вот у меня вот здесь видна петля, которую я убавляла, и вот вторая лицевая петля с накидом, она у меня на спице. Это я 4 ряда провязала. Вот. И теперь я буду переходить к манжету и буду просто все время вязать резинку 1 на 1. Перекидываю маркер, лицевую с накидом я вяжу лицевой, изнаночную вяжу изнаночной. Лицевая с накидом лицевой, изнаночная, лицевая, изнаночная. И продолжаю так вязать. Довязываю ряд до конца, лицевая с накидом лицевой, изнаночная с изнаночной. Перекидываю маркер начала ряда. Все, я избавилась как бы полностью от накидов. И далее просто ряд за рядом я вяжу резинку 1 на 1. Лицевая уже обычная лицевая, лицевой, изнаночная, тоже здесь нет никаких накидов, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так я буду вязать сантиметров 10. Я пока что осталась на тех же самых спицах. У меня это спица 3,75 мм. Но я постепенно буду уменьшать размер спиц. Если у вас есть спицы поменьше, то вы можете сделать так же. Далее я буду переходить к закрытию петель. Закрывать я буду фабричным способом. Для закрытия фабричным способом нужно провязать 2 дополнительных ряда, 2 подготовительных ряда полой резинкой. Для этого лучше взять спицы немного меньше, чем у вас. Ну, у меня сейчас 3, я возьму 2,75. Но это не обязательно, можно взять и такие же спицы. Итак, вяжем первый ряд полой резинки. Первая петля лицевая вяжется лицевой, следующая изнаночная, она снимается, нить перед работой. Вот так. Лицевая, снять нить перед работой. Лицевая, снять нить перед работой. И вяжу так один ряд. Довязываю первый подготовительный ряд, лицевая, изнаночную снимаю, нить перед работой. И теперь нужно провязать второй ряд, также полой резинкой, но поскольку мы вяжем по кругу, здесь он вяжется немного иначе. Здесь мы лицевую петлю, вот у меня первая лицевая, будем снимать, оставляя нить за работой, а изнаночную, которую мы в прошлом ряду снимали, провязывать изнаночной. Лицевую снимаю, нить за работой, изнаночную, изнаночной. Снять, нить за работой, изнаночная, снять, изнаночная. И так я вяжу второй ряд до конца. Довязываю второй подготовительный ряд до конца, лицевую снимаю нить за работой, и последняя петля изнаночная, я ее провязываю изнаночной. Теперь нужно отрезать нить так, чтобы она была примерно в 3-4 раза длиннее, чем та область, которую мы будем закрывать. То есть в 3-4 раза длиннее, чем вот этот вот рукав. Также нам понадобится трикотажная игла. Я вдеваю кончик в трикотажную иглу. И сейчас мы будем сшивать петли. Обратите внимание, что все петли у меня стоят правой стенкой вперед. Это важно. Если у вас петли стоят по-другому, то вам их нужно сейчас переодеть. Потому что иначе, если вы будете повторять сейчас за мной, у вас все перекрутится и будет не то, что вы хотели сделать. Первая петля у меня лицевая. Я ее вот так вот ввожу иголку слева направо, вот так в эту лицевую петлю, и протягиваю. Вот так протягиваю. И теперь вот эту петлю лицевую, первую, я ее сниму на вот эту спицу. Вот так я ее сниму, чтобы она у меня была в конце. Так мы будем делать только в начале ряда. Так можно ее чуть-чуть подтянуть. Вывожу нить вперед и нахожу вторую петлю лицевую. Вот первая здесь петля изнаночная стоит, а вот эта лицевая. Вот она. Я ее нахожу и ввожу в нее иглу справа налево. Вот так. У меня она стоит правой стенкой вперед. Я вот так вот справа налево ввожу. И подтягиваю, протягиваю нить. Ничего не снимаю. Теперь нахожу изнаночную петлю. Вот она здесь первая стоит. И в нее также ввожу справа налево. Вот таким образом иглу справа налево. И протягиваю. И вот эту вот петлю изнаночную я также пересниму на правую спицу. Тут это может быть не очень удобно сделать сейчас, но мы так только с этими первыми двумя петлями поступим. Вот так я ее поддену и сниму. Вот так.
Теперь мне нужно во вторую петлю изнаночную, вот в эту, ввести иглу слева направо, но для этого мне не вот так ее нужно ввести, а как бы сначала подлезть между этими двумя петлями, лицевой и изнаночной. Вот видите, здесь я вот так иголкой подлазию как бы. Так, можно немножко нить протянуть. И вот теперь я вот в эту петлю ввожу слева направо, вот как бы спереди назад, вот сюда, в эту петлю ввожу и протягиваю. Это был первый такой подготовительный шаг. Дальше все будет немножечко проще. Мы уже не будем петли снимать на левую спицу, а будем просто снимать со спицы. Значит, дальше будут все время повторяться одни и те же действия. Шаг первый — соединяем 2 лицевые, шаг второй — соединяем 2 изнаночные. И так будем повторять. Значит, соединяем 2 лицевые. Для этого первую лицевую, вот эту, я в нее иглу ввожу слева направо, вот так, и снимаю со спицы. Вот так. Можно пока не затягивать. Теперь нахожу вторую лицевую, вот она, и в нее ввожу справа налево, вот так, справа налево. И теперь протягиваю уже нить полностью. Протягиваю нить полностью. Вот мы сделали первый шаг, соединили 2 лицевые. Теперь соединяем 2 изнаночные. В первую изнаночную, вот она, ввожу справа налево, вот так, иглу в петлю, и эту петлю можно снять и нить немножко протянуть. В следующую изнаночную мне нужно ввести слева направо, но для этого мне нужно вот подлезть как бы вот здесь иглой между лицевой и изнаночной, сзади наперед я ее вот так вот вывожу иглу, и теперь вот в эту петлю изнаночную, она здесь вторая, вот она, слева направо, вот здесь ее нахожу, я специально стараюсь так раздвинуть, чтобы вам было видно, вот так слева направо, спереди назад я ввожу иглу и ниточку протягиваю. Сильно нить затягивать не нужно. Повторяю эти 2 шага. Значит, шаг первый — соединяю 2 лицевые. Первую лицевую я слева направо вот так ввожу иглу и снимаю. Во вторую лицевую я ввожу справа налево, вот так, справа налево, и ниточку протягиваю. Теперь соединяю изнаночную. В первую изнаночную я ввожу справа налево, и я ее снимаю. Во вторую изнаночную я ввожу слева направо, вот так иглой здесь подлазию, и слева направо, вот таким образом, ввожу, протягиваю. И так далее. Повторяю этот алгоритм до конца ряда. Этот способ закрытия петель немного чем-то похож на трикотажный шов. По сути, мы также соединяем, сшиваем петли. Я подхожу уже к концу ряда. У меня остается 4 петли. Как обычно, соединяю 2 лицевые. Слева снимаю, справа снимаю, протягиваю. Соединяю 2 изнаночные. Справа снимаю. Здесь подлазию. И влево ввожу, вот так, как обычно. Остается 2 петли, и теперь их можно просто снять со спицы. Мы их уже, так их чуть поправить, мы их уже провязывали, когда это были самые первые петли, которые мы просто снимали на спицы. Так, единственное, что я здесь вот так в эту петлю введу, чтобы соединить, чтобы оно все сошлось. Да. И все. Первый рукав готов, и второй рукав вяжется точно так же. И после того, как вы постираете изделие, обязательно после стирки будем пришивать пуговицы. Для того, чтобы пришить пуговицы, сначала нам нужно понять, куда их пришивать. Вот с одной стороны у меня отверстия, их 4 штуки, и они идут на одинаковом расстоянии. Соответственно, на второй планке будут 4 пуговицы. И нужно взять маркеры и отметить места так, чтобы они соответствовали вот этим отверстиям. Как я отмечаю? Можно, конечно, вот так приложить и просто как бы, да, провести, но вы можете немножко ошибиться на пару петель. Ну, хотя это ничего страшного, но можно посчитать. Как, например, посчитать? Вот у меня самое нижнее отверстие, и я считаю, что у меня 1, 2, 3, 4, ну, в общем, 5 косичек планки вот здесь. И само отверстие у меня где-то 4 косички. Соответственно, я здесь отсчитываю 5 косичек
и еще 2, чтобы как бы попасть в середину этого отверстия. Дальше 7 косичек, в смысле вот этой вот планки. Дальше у меня расстояние между отверстиями 24 петли. Я это и когда вязала, откладывала, и сейчас на всякий случай еще раз пересчитала, что я не ошиблась, что у меня действительно 24 петли. То есть, допустим, от самой нижней точки вот этого отверстия до самой нижней точки вот этого отверстия 24 петли. Соответственно, между серединами тоже будет 24 петли, потому что мы просто сдвинулись на 2 петли. И я от этого маркера отсчитываю 24 петли, ставлю маркер. Далее снова 24 петли маркер, снова 24 петли маркер. И на всякий случай потом вот так прикладываю, проверяю, что все у меня нормально. Вот я отметила, теперь буду пришивать. Чтобы пришить пуговицу, нужно отрезать ниточку длиной сантиметров 40-50. Смотрите, можно воспользоваться трикотажной иглой, вот такой обычной, и вдеть сюда. Но у меня вот эта игла трикотажная, она не проходит в пуговицу, то есть вот она дальше не идет. Поэтому я буду пользоваться обычной иглой, но в обычную иглу у нее слишком маленькое ушко и не заходит нить. Поэтому я сделаю так. Я отрезала нить в 2 раза длиннее, то есть не 40-50 сантиметров, а 90-100. И вот ниточка, вот эта та же самая нить, которую я вязала, она состоит из таких маленьких ниточек. И вот у меня их здесь, допустим, 6. Вот эти маленькие ниточки. И я вот эту большую нить делю напополам, то есть раскручиваю ее так, чтобы 3 ниточки были с одной стороны, 3 с другой. Я разделила основную нить пополам. Она у меня из 3 ниточек, половинка состоит. И вот уже такую нить из 3 ниточек я могу вдеть вот в такую маленькую иголку. Если у вас трикотажная игла влазит, то вы, соответственно, вдеваете в трикотажную и вот в таком состоянии примерно ее оставляете. Ну, то есть так, чтобы чуть-чуть здесь был кончик, а пришивать будете вот этой частью. Если у вас, как у меня, ситуация, то я ее вот так вот вдвое вытягиваю. При пришивании пуговицы у меня здесь как бы 2 ниточки по 3 сложатся снова в одну ниточку. Вот так. Значит, теперь вот у меня одну пуговицу я уже пришила, это выглядит вот так. Сейчас буду пришивать вторую. Вот у меня здесь маркер, и смотрите, у меня, если здесь посчитать, 5 дорожек, 5 косичек. Я примерно 2 вот отсчитываю, 1, 2, и вот сюда иголочкой вхожу. Вот так. Тут немножко не дотягиваю, оставляю такой кончик, чтобы его потом можно было заправить. И теперь вот этот маркер я сниму, потому что мне уже в целом видно, куда пришивать пуговицу. И я вот как бы петлю отступаю и сюда введу иглу, чтобы она немножко у меня закрепилась. Вот так здесь просто стежок сделаю и снова выведу иглу сюда. Вот, все, она у меня немного закрепилась так. То есть, если я тяну, вот этот хвостик у меня уже не тянется. Потому что я просто стежок сделала небольшой. Также понадобится спица какая-нибудь или просто любая палочка. Не знаю, у меня спица вот это 3 миллиметра. Значит, я беру пуговицу, протащила иглу. Теперь вот в эту дырочку. В целом у меня вот пуговица с 4 дырочками. У вас там может быть, понятное дело, любая другая. И вот смотрите, я вот так протаскиваю, да, и теперь сюда вот чуть-чуть выше или примерно в то же самое место ввожу иглу, протягиваю, и тут сейчас аккуратно не затягивайте. Так, вот, остается немножко пространства. Я вот так вставляю спицу, вот, чтобы как бы пришить пуговицу не прям вплотную, а на расстоянии. Вот так придерживаю спицу, придерживаю пуговицу, проверяю, что я ее правильно надела, что мне здесь не скрутилось. И теперь уже можно ниточку подтягивать. Так, поправляю. Вот так. И теперь я буду пришивать и придерживать вот эту спицу. Теперь я вывожу иглу так, чтобы она у меня в следующую дырочку попала. И вот теперь уже в 4-ю дырочку. Вот так. Получается, я вот здесь стежок сделала, и вот здесь стежок сделала. И теперь я сделала по одному стежку на каждой из сторон, я сделаю по 3 стежка. То есть вот так же у меня спица остается, я ее придерживаю, ниточку здесь хорошо затягиваю. Так, снова вывожу, как в начале, в эту дырочку.
потом сюда, сюда и сюда. Вот получается, я как бы второй раз пришила пуговицу, и сейчас третий раз я сделаю все то же самое. Я это делаю просто, чтобы пуговица крепко-крепко держалась. Готово, я 3 раза сделала стежки, у меня нить на изнаночной стороне. Теперь мне нить нужно вывести так, чтобы она была под пуговицей. То есть я как будто бы ее вот так здесь вывожу, но ни в какую дырочку пуговицы не ввожу. Так, вытаскиваю. Так, подтягиваю. Теперь беру вот эту спицу и вытягиваю ее. И вот у меня как бы пуговица, она не прям вплотную пришита, потому что все же... Почему я это делаю? Потому что вот планка, она все же имеет какую-то не нулевую толщину. При накладывании оно все же, как бы, чтобы оно не... Пуговица не была вдавлена, чтобы оно хорошо сидело, чтобы оно здесь как бы вот так вот не вжималось сильно. Я вот ниточкой, которую вывела, вот так вот беру, просто накручиваю ее парочку раз на пуговицу. Можно вот так сделать петельку, протащить сюда нить. Так, допустим, парочку раз сделать. И теперь нить вот здесь вывожу на изнаночную сторону, туда-назад. Здесь разворачиваюсь, и можно сразу эту нить спрятать. Здесь очень удобно прятать нить в планке, потому что планка такая двойная, как бы, да. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Вяжите с удовольствием, носите с удовольствием, и до скорых встреч!